Деньги, слава и консервы, и могила, занесенная песком. Есть у каждого в резерве деньги, слава и консервы, и могила, занесенная песком. Говорят, я славный малый, может, стану генералом, ну а если я не выйду из огня? От несчастья такого ты найдешь себе другого и скорее позабудешь про меня. От несчастья такого ты найдешь себе другого и скорее позабудешь про меня. Мы взлетаем на рассвете, с перевала дует ветер, рев моторов поднимая до небес. Только пыль встает за нами, с нами Бог и с нами знамя, под крылом 4 блока С5С. Только пыль встает за нами, с нами Бог и с нами знамя, под крылом 4 блока С5С. Привет всем. Бахик. Бахик, правильно? Привет, привет. Ребята, ну что, пора зажечь, я так понимаю. Что-то я тоже уже соскучился. Сейчас с этой компанией пока провозимся, я уже сам засыпать начал. Да, еще редактор надо освоить. Ладно бы еще редактор бы хорошо знал. Вот, я бы, конечно, бы тик-тик-тик и сделал. Поэтому я решил так, как бы редактор осваиваем, но не так часто, потому что это все занудно. Вот, но у нас есть во что поиграть. И теперь это будет интересно, потому что если я когда-то в это играл, то я еще что-то умел, ну а сейчас благодаря Александру Иркуту мы у него летаем, я еще кое-что подмаленько подучился кое-чему. Вот, также он мне кое-какие навыки напомнил на самолете, потому что я уже забыл. А некоторые навыки даже и не знал, он мне подсказал. Так что вот, теперь мы можем идти в полноценный бой, помимо как его вылеты тоже будем выполнять там с командой. Я еще буду, в общем, решил проходить кампанию. Кто играл в ДКС, знает эту кампанию. Она такая сложная кампания довольно-таки, потому что здесь сначала мы сражаемся против армии Грузии, а потом идет уже сражение против армии НАТО. То есть там уже появляются Авенджеры, Абрамсы, то есть вот эта вся тема, и ПВО все сильнее и сильнее. Вот, то есть здесь уже идет игра, она нарастает сложность. Доходил я когда-то, мы проходили где-то до 7 или до 8 миссии, у меня было, блин, там уже 10 медалей, все такое, и я погибнул. Погиб, да. И, кстати, играл с одной жизнью, попробовал, просто не понимал принцип, как это все работает, и просто потерял этого пилота. Кстати, теряется полностью прогресс тоже, все твои миссии, все, что ты проходил. Вот, в этот раз я хочу также сейчас начать играть, но не так же сыграть. То есть с результатом. Вот, плюс я раньше играл, я использовал всегда маркеры, сейчас маркеры я буду вырубать. То есть мне чисто визуально надо будет ориентироваться. И, ну, в общем, сложности добавил себе. Так, а вот он я, да? Напишу имя, позывной. Буран будет. Так, управление армейской авиацией, авиация сухопутных войск. Пускай будет. Или управление. Что такое управление вообще армейской авиации? Кто знает? Управление армейской авиации. Ну, что такое управление? Управление это что-то... То, что управляет. А то, что управляет, это понятно, оно старше считается. Вот. Я считаю, чтобы летать на таком самолете в то время, надо быть каким-то, наверное, уже прям супер-асом, наверное, да? Вот. Ну, пускай будет как управление. Ну, не точно, точно не летчик-испытатель. Так, вот такая статистика. Неуязвимость нет. Это я вчера ее переключил, показал вам. Так, на данный момент 10 посадок, одно катапультирование, наземные цели 46, воздушные цели. Вот какая, сразу скажу, сложность. Так, а подожди, а на Су-25Т что у меня тут? Ну у меня, кстати, на Су-25Т ни одного катапультирования пока. 5 посадок только и все. Я вам скажу сейчас, какая сложность.
Давай компанию запустим. Битва за нефть называется. Название такое, конечно, блядь. Название вот вообще как-то вот... Название бизнесмена. Планировщик. Здесь ничего не надо, нельзя сделать, да? Короче, ребят, предупреждаю сразу. Нам часто придется катапультироваться при взлете и посадке. Ну, желательно бы только при взлете. При посадке нет. Потому что при посадке заново миссию придется проходить. Объясню почему. Здесь в этой компании... Давайте я вам в редакторе покажу. Миссию эту взломал тут. Ну вот можно... Ну, мы взламывали для сетевой игры поиграть. Вот, это миссия из компании. Давай любую откроем. Зайдем вот сюда. И обратим внимание на настройки. Вот здесь я могу настраивать это все. Там вроде как не могу. И проблема одна, как бы метки я сейчас разберусь, как убирать, мне они не нужны. Птицы, я не знаю, как их убрать, вот в чем суть. Я предупреждаю сразу, если я буду при взлете загораться, я буду катапультироваться, мы будем играть заново. Своего пилота я тогда потерял из-за вот этого бреда, потому что их не видать, этих птиц. Просто ты вот взлетаешь, разгоняешься до скорости 200, у тебя пик-пик, возгорание происходит любого из двигателей. Если ты не вырубишь эти двигатели, ну, короче, ты разбиваешься, и все. У тебя пилот погибает. Это косяк, я считаю, это баг в этой игре. И вот почему-то они... Вот здесь-то я, видите, могу вырубить, потому что я открыл эту миссию в редакторе. А там я не знаю, можно ли это настроить, нет. Но имейте в виду, если самолет загорится при взлете, именно при взлете, это вот тут этот бред. Раньше я не понимал этого, теперь я знаю. Птиц не видать. В этом вся и жопа. Так, а здесь настройка есть какая-нибудь? 125Т. Как понять по умолчанию язык и текстуру кабин? Так. Разные. Что это такое? Может, здесь где-то вырубать можно? Случайные отказы. Вот нахера вот эти, да? Смотри, тут есть настройка. Во время симуляции. Ну и все, и будем только катапультироваться постоянно. Так оно и так, эти птицы не дают летать нормально. Перемещение головы от перегрузок. Интересно, давай включим. Короче, я хочу прям полностью сделать нагрузку, перегрузку, все вот это, чтобы ощущать самолет. Но вот этих птиц я хочу убрать. Игровые. О, ништяк. То есть вот здесь это все можно настроить. Все. Ура. Так, только карта, только союзники. Все, только карта. Так, ну обозначение на карте убирать, наверное, не будем, потому что это уж совсем перебор. Вот, единственное, мы не будем маркеры использовать. Так, метки игрока на карте F10. Перегрузка реалистичная. Метки без меток. Что такое? Точки контактов. Что за точки? Выключить. Голосовой ассистент. Что он дает? Подожди. Голосовое предупреждение о приближающем противнике. Вход в зону поражения вашего оружия. Давай. Ставим упрощенную динамику. Нет, это не надо. Что такое? Че? Возможность вывода информации о дислокации наземного объекта на карте союзника. Простым указанием. Да блин, не исчезай! Что такое в полете? Правый клик, вызов желтого перекрестия для выбора объекта. Левый клик на объекте, послать дислокацию. Ну, давай попробуем. Интересно.
Ну, понятно, ГЛОНАСС, GPS. Коалиция. Нет, ладно, пускай. Так, настройки вида. Ну и все. Ну, конечно, зеркала. Спрятать в кабине самолета. А, вот мне парень писал тут недавно. Типа, скрой его, чтобы он не болтался. Да ну, блин, без него летать как-то не... Можно тут неограниченное топливо с боеприпасами поставить. Неуязвимость вот стоит. Галочки нету. Мини-ЛС, что дает? Базовый элемент ЛС в виде авиароя будет всегда перед глазами, вне зависимости от направления взгляда. Да? Слушай, ну это интересно. Вообще, как бы в современных самолетах, я так понимаю, если вот американские самолеты даже взять, как ты головой не крутишь, у тебя постоянно какое-то отображается какие-то резкие. У тебя же как бы цифровой этот шлем, да, как-то он, по идее же так должно быть или нет? Или только на ЛС отображаться? Что тут тоже интересно. Что такое моделирование вихря возмущения? Учет эффектов вихревых возмущений воздуха при полете самолета. Да, дополнительное ощущение реализма при заправке полета в строю, при исследовании противника в плотном бою. Ну, давай включим. Окей. Хочу вот прям кайфануть. Как бы одно дело просто летать, а другое дело летать с кайфом. Как-то уже ничего не боишься. Уже ничего в этой игре не боишься. Я все не мог раньше понять. У меня самолет постоянно загорался. Что за бред-то? Ну, а потом понял, что это птички летают. Так, качество. Давай резкость добавим, посмотрим, что это. Я вот не добавлял. Радиус предзагрузки. Что это? Ну, давай добавим немного. Немного. Немного добавим. Тени объектов. Плоские по умолчанию. Не знаю какие. Размер шрифта сообщения. Это не важно. Масштабированный интерфейс. Дождевые капли высокие. Блин, что тут еще можно вывернуть прям в максимум? Глубина поля зрения. Эффект бока простая. Что это дает? Эффект бока. Интересно. Эффект бока пускай будет. Так, размытие мне не надо. Линзы, блики и грязь. Здесь экстрим видимость. Я ни в коем случае не этого, как бы, ну, обычно там что-то тестирую. Я просто уже протестировал, у меня все работает. Я хочу просто еще лучше картинку сделать, чтобы еще лучше погружаться в эту игру. Именно в плане еще графики. Вот я не знаю, что здесь врубать. Но вот врубил DLA. DLC вот врубил здесь. Качество ультра... У меня качество стоит. Вот, что-то тут еще говорит Саня, есть какая-то настройка там прям вау. Ну, что-то нифига не вау. Где вот эта настройка, где вау? Вроде уже все выставил, да? 78 минут здесь не надо добавлять. Ну все, ладно. Пойдем. Блин, размяться бы, конечно. А то как-то это тревожно все равно. Все-таки это уже война идет. Это уже не просто ты прилетишь там по птичкам постреляешь и домой. Здесь уже прям воевать будем. Да. Так, пойдем, наверное, разомнемся все-таки перед компанией, чтобы начать все это. Потому что там ошибки уже нельзя допускать. Там сбивают быстро. Так, ну а сейчас вот посмотрим, будут птицы, нет? Окей. А, он сейчас здесь не покажет. Но я думаю, не будет.
Я просто думал, это в миссии настраивается. Оказывается, можно самому настроить. Смотрите, значит, у нас расклад такой. Помимо полетов на полигонах и выполнения задач боевых с ребятами, мы будем еще играть. Сейчас вот я буду Су-25Т играть, потом мы будем на Граче проходить вот эти кампании. Да, мне будет нелегко, но я думаю, к этому времени у меня джойстик приедет уже. Все, хорош трепаться, пойдем за дело. Начнем с чего-то. Сейчас какую-нибудь миссию быстренько сыграю, легкую. Для разминки. У меня тут для тренинга. Ну давай в легкую ночную сыграем. Легкая миссия такая ночная. Да нет, шучу, конечно. У меня дневной свет, я ни хрена не увижу в этот. Хотя, если только полет по приборам. А давай. Я здесь специально тренировался. Кстати, для чего эта миссия была создана? Чтобы выполнять задания в компании. Самолет Су-25Т. Так, задание, значит. Нанести удар по вражеской колонии. Что нужно самолету? Обязательно. Так, кстати, кто у нас там? Ты иди отсюда. БТР-80. Жалко. Давай заменим технику. Не обязательно Грузия, может быть объединенная группа синей. Первым вместо БТР можно поставить М113, пускай будет. Вместо Шилки Брэдлюбы. Даже я, ну-ка, в бронетехнике нету вот ФВ-101. Блядь, ну она опасная, эта штука. Ну да. Мне чем опаснее, тем лучше сейчас, потому что мне надо теперь сражаться со всеми, да? Давай ФВ возьмем. ФВ, я так понимаю, это что-то, это страйкер он есть. Или это просто бронетехника? Не, давай, надо ПВО. Просто и бронетехника неинтересна. Давай возьмем, допустим, ЗРК. О, ЗРК Патриот. Ну, блядь, не перемещаемый. Есть перемещаемый? Не, какой нахрен Патриот для Су-25Т? Это уж совсем... Он не дожил до этого времени уже. Против патриотов сражаться, блядь. Еще СС-400... Нет, СС-700 ему надо еще посражаться. Блин. Во, Авенджер. Пойдет. Так, Авенджер, значит. И... Что это? Во, нормальный танк вообще для 2025 года. Прикинь, американцы бы до сих пор на таких ездили. Что за леопарды? О, нифига себе. Ну все, я готов. Точнее, они готовы. Сохранить. Давай. Так, время будет ночь. Ночь какое время? 22:40. Сразу птички. Не выключено, все. Перегрузка. Оно включено уже, нет? Ну тут вот настроено все, типа, короче. Все нормально.
Все нормально, все в порядке. Я беру его с собой. Самолет. Чё? А, ну тут он вооружен. Правда, не тем, чем нужно. Так, вот это для ночного видения в системе шквал. Это мне не надо. Это тоже мне не надо. Это мне не надо. Так, вооружение. Ракеты воздух. К-29Л. Вообще желательно бы вот это сделать. Топливные баки сначала. И фиг тебе, а не 29-ки. Вот ты выбирай. Либо топливные баки, либо 29-ки. Ну и ладно. Возьмем тогда ракеты 25 МЛ. Можно использовать, допустим, корректированные бомбы. Раз уж теперь я маленько понял, как они работают. Вот они идут. «500-килограммовые», да? А, нет, подожди, это не то. Блядь, а как они здесь? Не, ну это корректируемый, конечно, по-моему, но... Бетонобойный, блядь. Ага. Ну давай их попробуем. Тогда вот эту 500-ку беру. В общем, не получится здесь полетать на нем как на граче. И миссии сейчас будем мы выполнять в компании. Это вообще не для грача. Вот кто не играл и увидит это впервые, тот поймет. Это не самолет. Он не летает как грач. Это не грач. Да, он вообще на грача не похож. Он для меня, знаете, на кого похож? На акулу. Реально акула. И плавник такой здоровый, блин. Какой-то грач-то. Грач у нас тот грач, а это не грач. Так, что еще можно? Можно использовать вот эту штуку. Что это такое, блядь? Что у него с текстурой? Интересно. Ну все, самолет готов к выполнению задачи. Тренировочной пока. Вперед из песни. Так, время, значит, ночное, 22 часа 40 минут. Вылет. Подожди, а что, со мной еще самолет? Да его тоже экипировать. Нет, ребят, это... Пока. Не надо мне помощь. То сейчас всех соперников моих заберут. Не хочу. Не хочу ни с кем делиться.
Сейчас я. В общем, есть одна сложность здесь. Это ELC. Именно мне же надо будет, прежде чем когда шквалом где-то работать, мне надо зафиксировать этот район. А я в окно визуально ничего не вижу. И вот это самая сложность. То есть, прежде чем шквалом нацелиться, надо этот район поймать, где будут цели. И вот это вот особенность самая такая. Здесь уже надо будет, я не знаю как. Ну, попробуем. Я вспомнил, в чем беда-то, блин. Да, LC видно, все видно, а дорогу, вот как ее поймать-то? Ее же надо визуально как-то увидеть. Не знаю, будут ли там, хотя нет, фонариков там нету, там степь. Так, фонарик. Ой. Понял. Фонарь. Нет, не открыть. А, левый Alt-L, все. Не то нажимаю. Вот LC у меня теперь работает. Хоп-хоп-хоп. Кстати, очень удобная штука. Ты даже так можешь контролировать свой самолет. При этом смотреть в бок. Вообще у современных самолетов, не знаю как у наших, но у современных иностранных самолетов у них так и работает. По идее, они вот поворачиваются, у них ELC на, все равно на шлеме. Ну. Так, ну что, запуск. Нальчик, сотый, запуск. 1-0-0, Нальчик, запуск разрешаю. Ветер у земли 1-8-0, скорость 4 метра в секунду. Нальчик, сотый, руление. 1-0-0, Нальчик, разрешаю руление на полосу 6. Правый двигатель, запуск. Так, закрылки. Оп. Подожди, это маневр. А, вот все. Готово. Смотрим карту. Я нахожусь на парковке. Сейчас надо будет выруливать влево. Сразу влево и вот по этой дорожке. А то бывало я вот сюда выруливал. Так, какие режимы фонаря? Такой. Что, лететь придется по приборам. Мы как-то пилотировали уже тут недавно. Подожди, стопы. Какой взлет? А, взлет уже. Руление разрешил. Все, вперед. Меня эти птицы убили тогда, блядь. Морально, честно, в этой игре. Я не мог понять, что у меня постоянно самолет загорается, блин. Прям бесило это.
Вроде и взлетаю нормально, и посадка у меня бывала. Ну, бывали, конечно, косяки, но... Он постоянно, двигатель загорался и все, да задолбало. То левый, то правый. Не успеешь двигатель заглушить или выпрыгнуть из самолета, взрыв, и все, пилот потерян. Да идите вы в задницу со своими птицами. Херню какую-то придумали в этой игре. Меня что-то выбесило уже. Их не видно, птиц, в этой игре. Зато когда их вырубаешь, идешь на карту Марианы, там птицы летают, чайки, их видно. Так, подожди, сюда, по-моему. Не видать. Поэтому, кто будет играть в эту игру, сразу в настройках игровых, там вот где графика, там игровые находите и убирайте птицы в 0%, потому что вы будете страдать. Это не реалистичность, это хрень. Я считаю, это недоработано в этой игре. У нас аэродром здесь городской, Нальчик. Это в городе, поэтому все так светится. Опа-на. Нальчик, сотый, взлет. 1-0-0, Нальчик. Взлет по готовности, отход по схеме. На 300 по давлению, 7-2-2,7-9. Так, в общем, взлетаю я на северо-запад. Ну и все. Получается, там на курс выйти несложно будет. Первую приоритетную цель бы, конечно, Авенджер уничтожить, но он, как всегда, будет спрятан за первую технику, которая будет ехать в колонию. Что за хрень, блядь? Спирал у меня тяжелый такой, что ли? Я еле его это поднял, блин, чуть-чуть хотя бы до 200 метров. Офигеть. Так, выхожу на курс. Ночью вот чем удобно летать, здесь очень хорошо видно приборы, блядь. Когда днем летишь, оно все как-то, не знаю, отвлекаешься на все и по приборам вообще не летаешь.
Так, до района атаки, так сказать, 96 километров. Сейчас надо безопасную высоту набрать. Вот опять же, тут очень важно, надо иметь понимание, сколько какое ЗРК берет дальность. Вот. Ну, Avenger, по идее, это тот же Stinger, только на колесах. У Стингера дальность 3500 максимум. Поэтому надо где-то 3704 высоту где-то набирать. Так, что еще? Блин, как оно врубается-то, я забыл. Как, блядь, Иркут все запоминает? Это пипец, здесь все не запомнишь. На каждом самолете все эти приколюхи. Тут тумблер надо еще один врубить, чтобы эти МПшки запустить. Как они, блядь? Рэп я включу, по-моему. А, нет, ни хрена, блин. Подожди. Или рэп мне здесь не нужен? X включается. WhatsApp. А у нас там радарного уже ничего нету, так что... А, ну хотя, подожди. Наоборот, SOAP. SOAP врубается у нас, когда мы сражаемся против радарного чего-то. А SAP врубается как раз вот мы против ЗРК вот этих работаем. Ну, я, короче, и то врублю. Ладно, пускай будет. Полнолуние, нифига себе. Так, высота 2900. Надо немного набрать. Еще 1000 хотя бы. Компания, вот, которую я сейчас хочу сделать на тропических островах, там сложность, это надо топливо рассчитывать, потому что там по воде все летишь в основном, и там уже, если что, то только в воду нырять, все, там уже нигде не приземлишься. А лететь нормальное расстояние там приходится от острова к острову. Так, высота 3700, выравниваемся. Можно тягу маленько убрать. Значит, ориентиры какие? Моздок. Аэропорт. От него надо будет искать потом дорогу через Веселовское
Вот. И вот здесь искать наши цели на этой дороге. Че он колбасит? Как это? Только это в небе, а не на море. Море волнуется раз, море волнуется два, да? А у нас ветер волнуется раз. Или что это? Зачем ты так делаешь? Так, проверим. Блин. А, вот так надо проверить даже. Оп. Вот он, ночной шквал. Вот он, аэродром Моздок. Так, ориентир дорога, значит, идет. Вот она идет дорога, она. Мы ее плохо видим, правда. Вот эта дорога, по-моему. Короче, вдоль речки она идет. Здесь вот речка идет, она вот такая вся, и дорога вот идет. То есть нам надо найти в шквале вот эту дорогу сейчас. Почему заранее начинать делать? Потому что там некогда мне ее искать. Ну там река идет. Слева от нее где-то дорога должна быть. Вроде как вот это. Хоп, все, зафиксировал. Высоту чуть побольше. Скорость маленькая, побольше надо. Да. Высоты набрать. Высоты тоже мало. Все, шквал отсоединился. Дать близко. Так, а почему дальномер включился? Я не понял. Я разве его включал? А, я его случайно включил, не ту кнопку нажал. В общем, примерно так придется сейчас искать цели. Вот это город, по-моему, Моздок, если я не ошибаюсь. Попробую уйти пока в сторону. Зайти с другого направления. Да, особенность работы на высоте, чем выше, тем надо дальше быть от цели. Потому что высота сокращает расстояние. Приходится очень много тратить горючки именно, чтобы улететь так далеко, чтобы тебе вот высота была с расстоянием удобно в плане наведения. Если получится так, что ты окажешься на высоте и близко, то ты уже не сможешь навестись. Зато ты будешь высоко.
У Авенджера излучения нету, как видите. Березка на него не действует никакая. То есть, по сути, это обычный хаммер, который просто даст тебе несколько ракет сразу. Тут с одним стингером сразиться не можешь, блядь. А по тебе могут прилететь 2 или 3 сразу. Через определенные там секунды. Он их запускает несколько. Так, надо разворачиваться. Угу. И заходить опять на моздок. Да, на этой высоте ветер. Он ощущается очень сильно. Плюс я же добавил всякие перегрузки, вот это все, поэтому, может, еще эта роль играет. Блядь, не то опять нажал. Это надо нажимать. Так, давай выйдем на курс. Вижу дорогу. Гражданские машины. Вижу цели наши. Набираю высоту, веду их. Высота 3700. $3600. Блять, да почему высота-то опять снижается?
разрешен. Подожди. Не торопись. Значит, пускай. Уйди, блин. Поражена, аванжер поврежден. Меня оборонительно занимает, не вижу. Так. На всякий случай ЛТЦ. Так, сейчас задача, значит. Выйти на курс. И от курса отлететь где-то на километров. Не знаю, сколько мне для разворота надо. А я, кстати, от него и так отлетаю. Я сейчас вот выстроюсь, но я от него лечу против волн, чтобы сзади зайти на них. Я просто не могу понять, почему захват не происходит на Авенджер опять. Короче, какая-то херня. Я заметил, что Шилку тогда не мог захватить постоянно. Что сейчас опять. Вот мне надо ПВО уничтожить, он не берет его. Что, у них какой-то привилегии какие-то у этих ПВО, что он не захватывает, блядь. Хотя в этот раз они были боком. То есть я не на них шел, а боком. Я их видел все в ряд. Я бы мог и ту уничтожить. Не знаю. Так, высота 4500. Скорость 3600. Что там остаток сколько? 3800. Так, заходить буду слева. Значит, ухожу влево. Справа деревья будут мешать мне. Надо так развернуть, чтобы не потерять высоту.
Да что ты, блядь, он захват, видите, даже не делает далеко. Зафиксируйся ты уже где-нибудь. Так, дальномер пока убираю. Дорога, ориентир пойман. Пока наблюдение веду. Где же я вас поймал-то? Близко. Понял. Ни хрена не понял. Так. Ну что, придется уходить в другую сторону. Где-то они спрятались у меня. Высота маленькая. Угу. Тогда сейчас от Моздока опять были поиски. Надо их найти. Можно пользоваться, конечно, картой, но я же тренируюсь визуально. Там, где будем выполнять задания, там карту придется использовать, потому что там очень много целей. Тебе боекомплекта не хватит их уничтожить. Надо конкретные цели уничтожить. 600. Сколько? 3600 килограмм. А, ну да, я же баки дополнительно брал. Так, район этот я уже пролетел. Все, сейчас иду до Моздока на разворот. Попробуем больше взять расстояние, не 20 километров, а 30, чтобы на разворот хватило и выйти на них.
Высота опять снижается. Все, можно разворачиваться потихоньку. Все, сейчас надо выйти на курс и по курсу уже вести наблюдение. Я на себя посмотрел, правильно ли я по курсу ориентируюсь. А то я помню, как-то тоже думал, ориентируюсь нормально, в итоге улетел куда-то не туда. Сейчас вот смотрю, вроде уже нормально. Надо доворачивать быстрее. Тихо, тихо. Выравниваем самолет. Лед. Самое главное это. Оп. Это дорога здесь брать. Что это? Так, давай поближе сюда подлетим. Уничтоженный леопард. Там что дымит? Это от него. Вижу мои цели. Выхожу на них.
Блять, гражданских нахер надо убирать, они мешаются здесь, это полный капец какой-то. Как такое может движение быть ночью? Хрень какую-то, блять, придумали. Еще бы пробку бы там создали. Тихо, 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 тихо. Захват есть? Да он без дальномера не пустит. Пошла ракета. Бля, высота 300 единственное. ЛТЦ придется спускать. Цель уничтожен. Ухожу. Так, ну все остальное мне уже не опасно. Остается у меня БТР М113. Сейчас надо будет отлучиться. Эй, где пауза? Фу, блин, ну тут ответственнее работа идет. Это не просто так летать там, кусты разглядывать. Сейчас я подойду. Значит, особенность данной всей темы, объясняю, вот высота, да, это хорошо, но я вот привык, допустим, лететь, и когда цель, допустим, самолет, и цель где-то здесь, да, только на расстоянии. А когда ты работаешь на высоте, то оно получается вот так. Самолет и цель где-то вот так. Вот, то есть получается вот это расстояние, которое вот здесь должно, оно оказывается вот так. И тебе надо шквалом направление вот именно самолета не потерять, чтобы самолет летел, допустим, как бы вот цель, и над ней чтобы проходил ровно, как будто бомбы сбрасываешь, и тогда ракета твоя прилетит нормально. Если, допустим, самолет будет вот так, а цель где-то здесь, то вот эти полеты ее, вот эти ракет, блядь,
оно не сработает нормально. Вот, в этом вся и особенность, когда ты пускаешь на высоте. Ну и успеть вовремя ее зафиксировать, эту цель. Сложность данного полета сейчас, вот, который я провожу, у меня они не стоят на месте цели, они перемещаются. То есть моя задача, помимо как вот этот самолет ловить в равновесие, все, ну благо у него есть стабилизатор, врубается. Мне надо, цель сразу не захватывается в шквал. То есть тебе надо на опережение работать, чтобы не потерять эти цели. Ты приближаешься к ним, работаешь на опережение, на опережение, на опережение. И потом, когда уже доходит уже расстояние поражения, вот это, и шквал начинает уже эти цели хорошо фиксировать, дальномер обязательно надо вырубать. Вот. И все, и уже начинаешь выбирать цель, которую будешь поражать. То есть вот именно вот этот момент, до этого момента поражения, надо вот контроль вот этот вести, чтобы не потерять ее. Ну и до этого надо еще район поймать, ориентиры. Вот в поле это сложно сделать, соглашусь, ну как бы, потому что одно дело, когда рядом где-то город или какая-нибудь речка там, да, районы, цели ориентироваться легче, а когда у тебя просто поле, только тебе разведка может помочь, наверное, какая-нибудь внизу, который тебя целеуказателем наведет. А так эти кусты считать и деревья, ну так себе вариант. Поэтому вот у Иркута вот мы летали, у него благо есть ориентир, вот этот полигон с самолетами, по нему ориентируемся. А если его убрать, то ориентира нету. Там шквал смотришь, там просто поле, блядь. И попробуй найди их в этом поле. У тебя шквал не такой большой, он у тебя не всю планету видит. Он у тебя буквально там... Ну, постараться надо будет поймать их еще. Так, все, тут уже пофиг какая высота. Значит, какой момент мне не понравился. Высота у меня падает постоянно, я задолбался. Я вроде даже уже и набираю ее все, и все равно у меня вот этот робот, который в самолете, он высоту сбрасывает почему-то, задолбал. Когда мне надо наоборот ее набрать, он не берет ее и сбрасывает. Так, сейчас какие ориентиры? Горящая техника. И смотрим. Главное дорогу эту поймать. Вот. И смотрим в сторону Моздока. Попробуем атаковать с тыла. Работать сейчас будем бомбой корректирующей. Вот, но тут опять же момент. Попадет ли она в цель движущую? Ну вот заодно проверим. Так, отлетел на 20 километров. Сейчас буду разворачиваться. Помогает курс. Выхожу на курс. То есть если сейчас курсы ППМ-ки все поубирать, будет сложно. Остается наша цель М113. Уничтожен Леопард и Авенджер. Так, горючки остаток 3200. Все, самолет вывел на курс. Врубаю режим воздух-земля. Такое. Не понял. И чё?
А где вооружение-то, блядь? В смысле, а чё у меня такой... Что это за бред? Слушай, а я не мог какие-то кнопки нажать и выбросить их пилоны просто, блядь? Пипец, прикинь, нету у меня вооружения, нет. Блядь, с этими клавишами тут задолбаюсь. Так, ну чё? Пока он там сидит, тупит. Не надо паники, мы не в Титанике, но придется. Ассистент, сотый, возврат. 1-0-0. Сам не в восторге, честно, сейчас Следуйте курсом 2, два раза удаление 2, на посадку ходить. давление 7-4-6,5-2, посадочный 2-6. Занимайте высоту круга. Что-то 4 километра, что-то не выстрелил. А, ну все правильно. Так, давай на возврат тогда. Перезарядиться успеть. Надеюсь, успею. Скорее всего, сочетание клавиш какой-то нажал и пилоны повыбрасывал. Благо ракеты оставил хоть. Сука, блин, геморрой, да. Пипец, вот одна цель остается и... А как я мог? Я левым контуром не пользовался, левый контур, эта кнопка. Через нее выброс идет, контур-В, по-моему. Это какое-то балабольство. Сейчас я на возврат долечу, вот на ЛС ВСВ, это возврат, курс возврата. Потом он перещелкнется на курс посадки. Вот, и когда он перещелкнется на курс посадки, надо будет выйти на курс и работать по вот этому прибору. Держать равновесие самолета, он будет тебе прибор этот показывать. Ниже, вверх, там, влево, вправо. Сейчас вот по вот этому летим. Можно чуть правее взять, наверное. Хотя нет, нормально. А я вижу аэродром. Посадка. Вот все, вот сейчас по вот этому прибору можно идти. Он тебе вот сейчас показывает левее. Высоту держим. Скорость сбрасываем. Он ниже показывает. Так, скорость нормальная вроде. Сейчас надо будет высота, когда сбрасывается, скорость вместе развивается. В этом случае надо будет использовать воздушный тормоз.
Так, все, скорость маленькая, побольше. Так, закрылки уберу немного. Этот самолет садится не как грач. 1-0-0. Работайте с посадкой. Хорошо. Чуть-чуть левее показываю. Высоту главное не потерять. Не вижу резко вот эту. Еще левее показываю. Скорость маленькая, чуть добавим. Блять, он еще левее показывает. 1-0-0. Ассистент, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1-8-0. Скорость 3 метра в секунду. Посадочный 2-6. Высота большая. Нет, не высота, скорость. Маленько довернуть. Немного протянуть. Оп. Фу, блядь. Эти ночные посадки меня прям впечатляют. Тихо. Парашют. Я когда днем лечу, я на глаз вижу подлеты к аэродрому, а здесь их не видать, здесь только видишь полосу и все. А все, что до аэродрома, ты темно. Там могут быть и кусты, могут хоть деревья, я не знаю. И ты смотришь только на эту высоту, как она уже там 300, 250, ты сейчас думаешь, бля, сейчас дерево какое-нибудь стопудово поцелую. Вот, поэтому тебя только спасает вот этот прибор. Но опять же, этот прибор, вот почему-то эту резку я теряю. Вот. Куда вот она сейчас вообще делась, непонятно, блин. Я уже на глаз садиться начинал. Так, времени мало, надо будет сейчас зарядить пару ракет. Нет, желательно, не, давай бомбы зарядим. Потому что я хотел бомбами отработать. Корректирующими. Они куда они делись, непонятно. Почему они не зарядились-то?
В общем, возьму 2 ракеты и 2 бомбы. Вдруг я бомбами не попаду. Кто его знает. И что, мне опять присаживаться на аэродром? Да нафиг оно мне надо. Что, разворот? Ну, все. Надо быстро перезаряжаться и дальше. И дальше выполнять задачу и бежать в компанию уже. Какой взлет, ты чё? Ассистент, сотый, отмена взлета. Ремонт. Парашют надо на место поставить. Или он сам поставится. Что-то я особо не заметил перегрузок. Так, это мне не надо теперь. Баки тоже, наверное, не надо. Все остальное надо. Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Ждем. Время 23:38. Цель начала движение. Угу. Сейчас ее сложнее будет уничтожить. Потому что она одна. Она в массе машин у этих потеряется. В общем, как здесь система работает, если ничего не настраивать? Колонна. Неважно, сколько там единиц, начиная от 2 машин уже. Если ты начинаешь на них нападать, и что-то от них остается, это что-то сначала занимает оборонительную, то есть оно уезжает в сторону, не на дороге остается, а уезжает где-то, если есть поле, короче, влево или вправо, занимает оборонительную, начинает типа как держать оборону. Вот. Особенность этой темы, когда ты начинаешь заходить на нее, и ее не можешь уничтожить сразу, и пролетаешь мимо нее, она потом оборону свою отменяет, возвращается на дорогу и продолжает движение. Потом опять движение надо ловить. Поэтому, когда она занимает оборону, цель какая-либо или несколько целей, надо их за это время успеть уничтожить, чтобы потом опять в движении их не ловить. Ну, там в моем случае, я не знаю, куда у меня боекомплект весь сделался, блядь. Я опустил все, 2 ракеты. Я был вооружен бомбами и еще ракетами. Либо я, когда какую-то кнопку врубал, у меня сброс пилонов, что ли, был. Я просто не могу понять, куда они пропали-то. Так, что он? Даже не то. Где электрика-то?
Чё? Чё? Ты чё, блядь? Ну-ка. Электропитание. Правый Shift L. А чё он его не врубает? Зарядки, что ли, нет? Или все? Это все электропитание? А подожди, а где подсветка? Даже подсветки, наверное, нет. Хм. Интересно. Ну-ка. Shift L. Электропитание. Ну, я сейчас нажимаю, какую-то херню показывает. Освещение кабины. А, может из этого? Ну, подожди. Оп. А, во. Фу, блин. И чё? Где перезарядка? Начинается мозгокомпассирование. Давай уже заряжай что-нибудь, блядь. Перезарядка по плану. Подсветка кабины не работает без этого. Ну, надо... Да, это логично. Электронику врубаешь. М-м. По плану, по какому плану, не знаю. Еще раз. Питание. Блять. Заряди уже, не знаю, вот это... Заправка по плану. Чё-нибудь. Перезарядка по плану. Пипец, да? Такой геморрой иногда тут непонятно вот с этой системой. По плану, по плану, по плану, по плану. Ладно, давай, время не будем терять. Упражнение я выполнил, я уничтожил цели и еще посадил на аэродром. Все, что нужно было. Вот. Ну, эту цель бы я добился, был бы у меня боекомплект. А вот то, что вот сейчас случилось, я не знаю, куда он у меня делся. Как всегда, либо непонятно, то ли опять кнопка с управлением совпадает, вот, либо еще какая-нибудь херь. Ладно. Пойдем основную
основной сюжет проходить. Так, Су-25Т, битва за Невель, блять. Название, конечно, такое. Еще бы назвали битва за мороженое. Ну или там битва за продукты. Блять, как она, подожди, я вспомнил эти сказки-то про рыцарей. За девушку-то когда бьются рука и сердце, за руку и сердце, да? Битва за руку и сердце. На Су-25Т. Так, ладно, теперь без приколов. Звено 2 Су-25Т. В смысле, мне еще кого-то дадут, что ли? Вихри. Нахер сразу. Я бы их выкинул. О, кстати, да, их сейчас выкину. Там я не буду влетать в зону поражения ПВО, не хочу. Так, ночной ПС Меркурий. Меркурий в 7:55. Нахрена? Утра мне Меркурий ночной. Ракеты Р-60. Ракеты... Что это такое? Нары? На Канары. Так, Х-29. Пока все, что нужно. Больше. Сейчас остальное буду перевооружать. Команду необходимо обновить разведданные в районе села Бармыш. Направляйтесь к указанной точке, атакуйте значимые цели в непосредственной близости от места разведки. Следуйте к точке 5 и 6 и атакуйте цели по возможности. Угрозы там даже можно не запоминать. Главное, кстати, что касается ПВО и ПЗРК, здесь не отобразится, остальное все-таки хрень. Температура плюс 19, ветер у земли, ни хрена себе 7 метров в секунду, ё-моё. Меня даже взлетать не надо, меня сразу туда сдует, может, и все, зато горючки сэкономлю. Хотя нет, высоту надо немного набрать, а потом меня сдует. Ну. Так ты смотри, на 2000 метров вообще 14 метров в секунду, на 8 вообще 15. Прикольно. Ладно. Вот он триггер. В этом триггере надо будет отработать цели. Какие здесь цели? Мотолыги. Зилы всякие. Вот это значимые цели? Что за троллинг, блять? Вот это акация, я понимаю, значимая цель. Грады. Ну. Синий, я понял, что это синий. Короче, в этом триггере надо уничтожить вот этот детский сад весь. Прикольно. И чем их уничтожать? Вихрями, что ли? Да, ну что прикалываться? Надо бомбы. Поехали снаряжаться. Бомбами их надо бить. Тогда ракеты не использую. Побольше бомб. Почему у него это? Все текстуры нормальные, а вот эта текстура убитая какая-то. Что это за говно? Камуфляж Иркута, по сути, тот же камуфляж, только еще с полосочкой Иркут. Так, что у нас тут есть? Вот есть бомбы. Что за бомбы? Корректирующий кластер. Да-да-да, вот их можно использовать.
Ну и все, вот он, готовый пресет. Так, это пушки. Что за бомбы? Есть такой пресет. Здесь еще ракеты С5. Это что за бомба? Ну это эти РБК, только 250. Самый оптимальный вариант это вот этот. Так, значит, задача влететь в зону во вражескую. Да, здесь ПВО будет стопудово, всякая хрень. В районе получается 5,6 атакуйте цели по возможности. 5,6. 5. Пять и 6. Вот это что? Вы прикалываетесь, блядь? Так вот же 5,6 ППМки. Или это не мои ППМки? Нет, не мои ППМки. Мои вот они 5 и 6. Ну понятно, короче, нам надо уничтожить вот эти цели. Вот в этом триггере. Надо запомнить. Так, ориентиры какие? Город Бзыпь. От него идет район от наших Калдахвара. Это какое-то село. И следующий район наш получается. То есть, если лететь по ППМ, то тут в горы ты улетаешь, я так понял, через горы. И потом на А6. И пошел на воду. И с воды начинаешь работать. Блять, там самолет, что ли? Да ё-моё. Что за ракеты? Какие нахер Л-60? А, у меня других и нет. Класс. Ну ладно, чё. Вперед. Напоминаю, у меня один шанс, одна жизнь. То есть у меня пилот уязвим. Если меня в воздухе уничтожат, все мои прогрессы, вот эти, которые я налетал сейчас там, все пойдут зря. Придется заново опять все начинать. Я уже так одного пилота потерял. Тоже прокачал его. У меня там звание уже ближе к капитану шло. Медалей было много. Ну, где-то больше 5 медалей точно. Я его потерял. Старт. А, вот оно что такое резкость. Нифига себе. Воу, полегче. Вот это графон. Так, а что сразу-то не понял я всей этой темы? Офигеть. Намного красивее будет смотреться. Так, а FPS-то красивый. Вот сейчас посмотрим. 75. Все, самолет готов. Фух, блин, ну чё?
Я надеюсь, птичек нету. Если я сейчас загорюсь, это птички. Так, выставляюсь на ППМ-1. Тесно, в шквале тоже резкость такая будет? Второй, иди спать. О, блин, а чё у него камуфляж такой классный? Ну, я имею в виду прорисованный, а у меня какой-то размазанный был. О, меня сдует, прикинь, влево, просто пипец. Я его еле держу, колесо, блядь. Ну, рулю. Ветер пипец здесь просто. Главное, птичек чтоб не было. По идее, их должно ветром сдувать этим. Два. Крылом бы, блядь, не задеть. Ничего. Ну идите вы в жопу нахер. Это чё, блядь, за пипец? Благо пилота спас. Что это за говно было? Это ветром меня. Я говорю, меня ветром туда занесет сейчас. Охренеть, тут ветер. Пилота спас, благо. Катастрофа, без. Я даже взлететь не смог, меня просто сдует. Ну что значит опыта нету вот при ветре таком? Сейчас будем получать. Я еще в таком ветре не летал. Ну там 1 метр в секунду, 2. Ну, блядь, когда у тебя на земле 14, это пиздец. Я извиняюсь за выражение. 1-0-5. Не, давай заново. Рестарт. Пилот-то не потерял хоть? Ну, подожди. Да какой прогресс там? Прогресс-то не был. Да, успел катапультироваться. А что, он не засчитал катапультирование? Я сначала Escape нажал, и все, я думал, сейчас пипец будет. Ну, я думал, все, сейчас пилот погибнет. Нет, успел спрыгнуть. Благо, это кресло выстреливает, а так все. Блин, заново вооружать надо. Это же, надеюсь, миссия. Да. Плохой знак. Мне уже не нравится. Пробуем. Но ветер, я так понял, мне идет в этот, в носяру, сдует, только он еще чуть сейчас получается с направления. $309, 99. Меня, получается, начало кренить вот так вот. Я не справился с управлением. Меня выбило вообще. Я не знаю, как я его сажать буду, но я постараюсь, конечно. Мне бы взлететь для начала. Feel free to engage any targets of opportunity, but remember you must recon the area between waypoint 5 and 6. Out. Второй не ходи лучше. Лучше лети, я тебе советую. На самолете ходить неинтересно. Надо летать. Я его вижу. Блять. Опять несет. Ну, давай, отрыв, блядь. Во-во-во. Хоп-хоп-хоп. Приходится рулем выруливать. Блять, еще с этим взлетаешь. Мне приходится сейчас доруливать. Блять, у меня...
Давай, 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 давай. А, так это вот реализм пошел, да? Ну, слушай, ну классно. Если я вот эти все включил, перегрузки, вот сейчас охренею. Я уже кайфанул на взлете. Ни хера меня понесло просто. Давай сразу в ППМ-2. Фу. Иди нахрен. Второй, ты мне только мешаешься. Может тебя тогда убить? Не хочу я с тобой летать. Ну по правилам надо, видишь. Это просто звездец. Это вот сразу, это не те взлеты, на которые мы взлетали на полигоне. И не которые я летал. И реально я ощутил прям самолет. Я даже не... Мне, короче, пришлось доруливать в воздухе. Именно доруливать. Не крен, не тангаж, а доруливать. Ну, его начинает уводить в бок. Ты в вертолет, короче, превращаешься. Так, сколько высота? А меня до сих пор сносит. Ё-моё, как бомбами-то? Бомбы-то, я надеюсь, хоть попадут туда, куда надо. Кто их знает, нет? Так, высоту набираю 2. Какие 2? 4 минимум. 2, блин, 2 это вон. Против рогатки летать. И то собьет, наверное. Здесь надо напротив ЗРК. Это минимум 3. 3700 даже, наверное. Слушай, ну классно, кстати, сделано. Самолет такой вот, типа как прорисованный резко, прям четко. И земля такая размывается. Офигенно. Это, короче, эффект графики. Сейчас я подскажу, кто будет использовать. Врубаешь DLC качество. Вот этот апскейлинг. Потом баланс DLC качества. И резкость просто в максимум выворачиваешь. Вот тогда ты увидишь графику. Сам же переключится, по идее. Высота 3000. Прохожу ППМ 2 до конца прошел, не знаю, почему не переключился. Видать, не точно прошел. Главное, по ПМ-ке показывают высоту меньше. Высота 3500. Облачность. Ну, наверное, из-за облачности такие ППМ высоту пониже выдают. Все, домой ушел. Обиделся. Если тебя обижают, ты не обижайся. Я тут чувака одного смотрю смешного. Не буду его рекламировать, конечно. О, вот здесь переключился ППМ. Стрим блогера. Отойду на пару сек. Ой. Вот так вот.
Просто каждая крапинка прорисована, офигеть. Я почему-то думал, резкость это, ну, вот как в играх врубаешь, там, блядь, аж точки, пиксели появляются. Здесь нет. Резкость она дает графику, оказывается. Так, скорость сбрасываем. Высокую. Так, ppm, следующий идет ppm 4. Держу высоту. ppm все рядом. Началось. Что, по-моему, я не туда лечу. Такое бывает. Надо было вглубь карты лететь, а я вообще за воду. Вспоминаю свои полеты, блядь. Тихо, 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 блядь. Ветер с моря дул, нагонял беду. Резких движений тут. Короче, здесь все сделано для тебя, чтобы ты кайфанул именно. Здесь помимо как просто полета, здесь надо еще реально от ветра защищаться почти. Здесь ветер хуже ПВО, я понял. Высота 3700. Лечу по курсу. 9 километров до ППМки. Какая-то по счету. Вот можно так проверить. Какая-то по счету. Какая-то. Пятая. А, ну вот, кстати, пятая. Сейчас выходим на пятую, потом идем на шестую и все, идем прямо. И с воды будем заходить на цели. Значит, между пятой и шестой мои цели. Так, ориентир. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 1 час. Удаление 6. Вот, ориентир справа от Бзыпь, Колдахвара. И тут село следующее. Так, переключаюсь на 6 ПП. А, подожди, какой седьмой? Шестой. Шестой, вот, на шестой сейчас надо будет атаковать. Не, подожди, шестой, а нам надо будет пятый. Пятый это и будет цель, я так понимаю. Все, иду на разворот. Вот аэродром вражеский. Там тоже есть ЗРК, по-моему, не помню. Ну, короче, какой-то повод.
Если смотреть от аэродрома, то это район будет немного левее. Левее тут идет речка. И вот от речки можно смотреть. Так, один район справа от речки, и следующий мой получается слева, ближе как раз туда, к позициям, где сейчас столкновение идет. Угу. Ну все. Вот сейчас пойдем на заход. Работать буду бомбами. По 2 сброса будет. О, по 2 бомбы на сброс. Не, подожди, не, нифига. Они же корректирующие, зачем по 2? Тихо, 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 не трясись. Я понимаю, ты волнуешься, мой маленький. Прикол, да? Он просто маленько боится, потрясывается, страшно ему. Перед важным заходом, так сказать. Блин, вот из-за этого облака могу не увидеть ничего. Вот он все. О! Я думал, это чайка на 3 километра высоты летает. 4, прикинь, 4300, смотрю, это оказывается 25 ТЗ. А как ему цель давать, там их много? Давай, знаешь, какую задачу поставим? Я думаю, атаковать мои цели. Второму. Атакуй мою цель. Сможешь? Давай. Мы на тебя надеемся. Так, высота 400, сейчас пойдем на разворот скоро. Тяжелое побережье, вот это Сочи, Адлер, это такой пипец просто. Здесь аэродром, очень сложно на него на посадку заходить. Всегда боком заходишь. Мало, еще больше надо. Разворот. Угу. Смотрю на прибор перегрузки. Стрелку, чтобы на красный, вот он. Ой, 410. Так, готовлю. Готовлю самолет на боевую. Выполняю захват района. Примерно там. Это высота маленькая. Надо будет дополнить. Так, аэродром. Вот он. Берем левее от аэродрома. Где-то есть река. Ее пока не видать. Уже горы. Вот она, река идет, вижу. Второй. Наблюдаю воздушную цель. 12 часов. Так, от речки слева. Так, там еще мост заметил есть.
Здесь надо искать. Я не вижу ничего. Вижу цели. Да, вон мотолыги. Все такое. Так, а такой грузовики снабжения сначала. Высота 1600. Мало. Набираю высоту. Блять. Пока искал, они у меня все. Иду на второй круг. Надо быстро искать. С бомбами не так все просто. С ракетами сейчас бы пуск сделал и все. Мне интересно, почему у меня высота 1600. Опять этот дятел робот мне высоту скинул. Надоело мне. Как надо будет высоту, чтобы он не скидывал. Что он делает? У меня, блин, была высота почти 4. Потом я скинул до 3 где-то с чем-то. А этот вообще до 2600 не сбросил. Нахерена мне сбрасывать, вообще не понимаю. О, ну что происходит? Нет, стабилизирует минус. А он стабилизирует и в минус идет по 10 метров. Все, вот он дестабилизирует. Ладно, иду на второй круг. Второй по... В смысле пуск ЗРК? Так. Это рано помал. Откуда? Ах ты зараза. Это с этого, это островок этот выпуклый. Так, уходим влево. Засмотрелся и все. Высоту скинул, блин. Какой пуск? Зачем мне пуск? Так, устраиваемся. Получается ППМ 5. Подожди. Ой. Сейчас я удостоверюсь в кое-чем. Да, ППМ 5 получается указывает примерно на эту позицию. А вообще лучше на 6-ю ориентироваться. Давай так попробуем сыграть. По курсу, как я вот ночью летал. Вот тебе, пожалуйста, пуск ЗРК. Где-то расчет Стингера сидит. Подожди, расчет ЗРК? Не, ни хрена, это зенитно-ракетный комплекс, это не переносной же. Значит, техника где-то. Типа Авенджера, наверное, что-то. Только в первых миссиях используется отечественная советская. Какая-нибудь стрела 1, допустим. Здесь может быть вариант. Здесь есть миссии на время. Вот это самое паскудное, мне не нравится.
тогда там так уже не полетаешь. То есть там надо быстро отработать. Так, готовлю. Нет, не готовлю, надо на курс выйти, потом шквал. Облачность, надо облако пролететь еще. Готовим. Вроде ни хрена не видно будет сейчас пока. Блядь, на 3400 облачно, прикольно. Хе-хе-хе, из облаков-то ты не сможешь зафиксировать. Тихо. Землю-то не видно, да? Вообще не туда. Зачем? За хрень, блин. Вот оно в чем дело. Вот сюда надо было выходить. Ой, блядь, с этой навигацией это пипец. Тренировки, еще и тренировки. Это, блядь. Вот, по-моему, как-то так. Попробуем с этого угла посмотреть. Вижу цели. Фиксирую. Второй. Обнаружена цель. Объект ПВО. 11 часов. Удаление 6. Больше высоты не беру. Подравняешь. Обнаружена цель. Объект ПВО. 12 часов. Удаление 9. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 12 часов. Удаление Да, блин. 6. Сука. Я не могу понять, почему так... Облучение Земли. 1 час. Он меня пытался облучить, я понял. Захват пропадает и все. То ли бомбы не те использую я. Они работают, наверное, по-другому. Заходит здесь и выходит в зону. А что, не в зоне? Первый раз.
а смысл тут разведывать, если тут уже все разведано? Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 1 час. Удаление 7. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 1 час. Удаление 7. Все, хочу вот сюда ударить. Ну, есть сомнение, что я бомбу взял не те, походу. Придется ими вручную наводиться. По-моему, они ни хрена не корректирующие. Так. Пока далеко не улетел. Сейчас посмотрю, какие бомбы вообще здесь корректирующие типы. Ну да. Хотя все правильно. Кап. Значит, все верно. Вот здесь же облаков нету, да? Они есть, но на расстоянии. Сейчас надо будет как-то так развернуться, чтобы в облака опять не попасть. Облака все портят. А, ну вон оно, облако сзади. Как раз вот где мне надо сейчас наводиться. Блять, вот эти облака, они из-за них приходится уходить вниз. А вниз везде там ЗРК, блин. Значит, тут все специально сделано через попку, чтобы тебе хуже было, я понял.
уверен, что на этом аэродроме есть зенитно-ракетный комплекс. И мне как-то не хочется на него залупаться. Мотологию, что ли, уничтожить? Значимые же цели надо уничтожать. Нет, это не онлайн сегодня. Я играю в компанию. Я хожу с координат. Ёб твою мать, блядь, да как тут по этому шквалу с этими бомбами, я вообще не понимаю. Я сейчас, короче, пытаюсь привыкнуть именно по шквалу управлять, и я не могу понять, как мне центр-то поймать в нем, блядь. Это полный пиздец. Вчера вроде летали, да, нормально, резервуары уничтожались. У меня опять что-то хрень какая-то. Сколько до речки остается? Сегодня у меня не день бомб, походу. Компания в ДКС, компания, это еще название у него забавно, блядь, битва за нефть. Пытаюсь бомбами по целям сейчас отработать, корректируемо, но я это не могу захват сделать нормально. Близко приходится подлетать, потому что облака мешают. Сейчас вот опять на расстоянии отлечу, опять в облака попаду. Высота тоже меньше 3500 не могу брать, потому что ЗРК снизу. И вот и оно и начинается, вот это колдоебенье. Там облако мешает, там расстояние мало. Ну, сейчас я, короче, почему я опять прицел у меня захват ушел? Потому что я самолет пытался выровнять. Надо было так сделать, да посмотреть, как он там. Заход идти. Ну, как обычно говорят, 10 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну, будем делать. Лишь бы только, чтобы все четко было.
кстати. 80 очков, да. 80 очков здесь дают, если ты задание выполнил. Ну и осталось там пару машин уничтожить, и все. В общем, здесь компании суть в чем? Тебе дается основная задача, допустим, разведку провести, и дополнительно нанести там, не знаю, машину какую-нибудь уничтожить, и все. И ты можешь лететь на базу. Вот. Но я еще развлекался раньше, я, если что видел, то и уничтожал. Сейчас я не хочу так. Я хочу работать по только, ну, по таким целям, которые нужно. Потому что вооружение буду брать не вихрь, а что-нибудь для дальнего. Ну, или бомбу. Пробую. Где эта точка? Вот он, это мост. Этот мост. Надо еще найти эти машинки. Вот я их нахожу, но у меня самолет уходит вправо, я так понял. Сейчас вот надо на них выйти. Высота опять маленькая. Все, вот я на них вышел. Попробуем. Восемь километров до цели. Шкала пошла. Ну, где сброс? Пуск разрешен. Пошла бомба.
сброса не было. А почему? Ну, короче, принцип понятен, да? Только еще бы сброс сделать. Сука, да что такое сегодня, блядь, с этими бомбами? Какой-то пипец. Ну, прям вообще ни в какую. Все, второго сбили. Зеркал, потому я и не снижаюсь, блин. Так, что там на горючке? Еще есть на заход. Здесь очень часто в этой компании придется вот с такой жопой сталкиваться. Не с тем, как я бомбу не сбросил, а с тем, что ЗРК будут бить очень часто. Кстати, хорошая высота 4800. Я думаю, мы сработаемся с ней. Давай на разворот. Угу, целую. Сейчас попробуем сбросить. Попробую ограничитель снять, но при этом дождаться расстояния. Ой, ну вот разрушение. Ну-ка, если убрать, он сам нет. Все, расстояние пошло. А, нет, ни хера.
Вот сейчас расстояние пошло. Тяги добавить нужно. И он мне высоту сбрасывает опять. Ну и что это за хуйня? А где это? Это вот как оно вообще? Где пуск разрешен? Где что вообще? Сброс можно сбрасывать вообще? На каком, блядь? Не поймешь, короче, эту херню. Или из-за того, что ограничитель этот снял, она не оповещает. Короче, блядь, это непонятно, как на этих больших высотах сбрасывать эти бомбы. То, что на целью надо прям пролетать, это понятно. Но почему она мне не сказала, сброс разрешен? Как поймешь, блядь. Ну, 600 килограмм. Я уже какой раз эти цели нашел, какой раз уже цели эти захватил, а просто не могу сделать пуск, потому что я не могу понять, как эта хрень. Мне ее ждать или что, или как, блин, когда она меня оповестит. Просто мы вот летали вчера на полигоне, маленькая система как-то по-другому работала. То есть он тебе говорил, но там высота меньше была. Вопросов пока больше, чем ответов. Но ниже я не спущусь, это факт. Сейчас попробую ограничитель не трогать. Я ограничитель снял на всякий случай. Но при этом понадеялся, что она оповестит. Голос этот, а он не оповестил. К цели подошел, и тишина, блин, что за хрень? Так, высота оптимальная самая, это где-то 4700, 4800, я понял, выше облаков как раз и лучше видно в шквал. Остаток у меня 2500. Да хватит, у меня тут аэродром рядом. Мне интересно, почему в тот раз сброс не сработал. Когда пуск разрешен, я нажал на пуск, и бомба не пошла. Но здесь точно все нормально стоит. Давай 2 поставим. Блядь, ну 2 в одну цель. Поставим 2 и попробуем грузовики разбомбить, снабжение. Тысяч метров. Вот он вроде его стабилизирует. Ну, а потом начинается вот это снижение. Непонятно почему. Он его снижает. По 10 метров вниз. Сейчас вроде держит. Почему-то во время прицеливания в шквал он начинает его снижать. Я вот, допустим, веду наблюдение, да.
А метры мои идут вниз. Все вниз. Странно, самолет все через раз. Нет, это надо понять просто, как тут принцип бомб работает. Ракеты сейчас бы уже запустил давно бы. Вот. Здесь надо понять, как работать с бомбами на высокой высоте. Вот. И Иви, привет. Ивай, правильно? Сокращенный. Просто у тебя имя такое длинное. Нормально, разберемся. Нам это в будущем пригодится в этой компании. Если сейчас не приноровиться работать на такой высоте корректирующими бомбами, то будущего не будет. У меня проблема, я не могу мода загрузить в Reforged. Ты думаешь, я просто с сервера ушел? Я хотел поиграть сколько раз, у меня моды не грузит, и все. То, что нужно, все стоит для интернета. Так что проблема в этом. Просто то, что ты мне сейчас говоришь, если я это поставлю и уберу свое, у меня тогда не будет стрима. Я не смогу ни ютубить, ничего. Вот и мне чем жертвовать? Reforged или всем? Как думаешь? Что для меня важнее? Reforged или весь интернет? Так, цель поймал. Поэтому будем надеяться, что они поправят все, что нужно. Так, тяги добавляем. Тихо, тихо, тихо. Все. Как балансирует. Ты понимаешь, что у меня это... Как бы и так все уже сделано так, чтобы я мог с вами в эфир выходить. А там, если я что-то другое поставлю, то не факт, что оно будет работать. Слушай, в облако что ли попадаю? Ну, пипец, бля. Так что пока не знаю. Он без дальномера, интересно, сможет расстояние увидеть или все-таки дальномер сейчас ему надо? Видишь, высоту на снижение пошел. Ну давай, валяемся. Я сейчас робота врубил, смотрю, как он сможет справиться, нет он. Забавно, самолет носом задирается вверх, а высота уходит вниз. Из-за скорости, да? Давай чуть добавим скорость. О, сейчас вроде баланс. Да. Так, что там? Блин, не смогу посмотреть. Давай дальномер вырубим. Ну вот дальномер врубаю. Управление сам взял. Посмотрим, смогу ли я опустить. Сброс сделать. 7,5 километров до цели.
Что-то он не говорит мне сброс. 5. Все, вот видите. Высота большая, наверное. Они не работают с этой высоты. Ну все, вот что я требовало доказать. 4400 это высоко для них. Блять, из какой высоты тогда работают? Идем в подсказки. Авиабомбы. РБК. ДКС. Так. 125. Да, что-то он не выдает. Казалось бы, да? Вопрос такой, по идее, должно быть. Угу. Ну вот в Википедии, если посмотреть. Как 500. Сейчас посмотрим, сколько у них дальность. Дальность сброса не менее 9000 метров, по идее. Ну, и чё он мне мозги парит? Слушай, ну здесь в игре может что-то другое быть. А, подожди, не менее 9 километров. Тогда я пока не понял ни хрена. Ладно, сейчас я подойду.
Так. Не могу понять пока, в чем причина. Голову ломаю. Скорее всего, дело в высоте. Потому что пуск был разрешен. Там какая высота была? 3. И он дал нам пуск. Сколько там, горючки? 2200. Давай еще на заход. Да. Высоко сильно не полетаешь, да? Точнее, бомбы с высоты сильно не побросаешь. Снижаться придется. Где-то до 3800 придется высоту держать. Не берут, они не берут такую высоту бомбы. Эти бомбы не берут такую высоту. К сожалению. Зато ЗРК такую высоту не берут. Вот и все. Сука. Все продумано, да? Че, придется снижаться сейчас. Я просто не помню, на какой высоте тогда я был, когда она пусть мне разрешила. Информации конкретно сейчас вот в поиске не нашел, подсказки. Выдает мне все подряд. А что там будет? Он мне характеристики бомбы выдает. Вот, но опять же, не знаю, оно как и в игре здесь, в жизни. Точнее, в игре как в жизни, либо по-другому. Вон тот район, надо сейчас на него как-то зайти. У меня тут подо мной ЗРК расположен. Второй самолет у меня, который подчинялся мне, второй, его сбили. Я почему бомбы-то выбрал? Наоборот, чтобы не лезть вниз. А в итоге у бомб еще расстояние ограничений получается, чем у ракеты, что ли? Мне нахрен она нужна, эта бомба, блядь. Проще ракеты запустить и уйти на безопасное расстояние. Во-первых, начнем с того, что облака здесь на высоте 3 с чем-то расположенные, они вот тоже мешаются. Да-да-да. Ну вот высота 3500. По идее, высота опасная. Может зацепить стингер. Поэтому можем не удивляться, если мне сейчас прилетит какая-нибудь гадость. Где же вы? Еще выше. Высота ты. Да ты нахрена ее сбрасываешь-то, дебил? Это пипец, он ее еще сильнее. Он ее сбросил, прикинь.
Робот называется. Говорю, это он ставишь горизонт, чтобы он держал, а он, блядь, берет и сбрасывает постоянно. Что за прикол это? Уже сейчас подо мной окажется. Это горы уже. Да ёб твою мать, миссия какая-то вообще невезучая, серьезная. Я уже задолбался кружить. Горючки уже двушка остается. Это при том, что у меня резервные баки были. Там 200. Ну 3200 не знаю. Я думаю, это опасно. Ну, если здесь единственное, сейчас вот пока расположены советские ЗРК. Если были бы сейчас здесь иностранные ЗРК, мне бы уже прилетело бы. На такой высоте опасно работать здесь. 3400 это опасная высота. Где-то 3700 надо высоту держать. Так, вот он аэродром. От аэродрома надо смотреть там и цели. Что я их не смог найти в этот раз. Быстро находил, а тут что меня заметил. Так, облака он вижу. Не хочу в них лететь. Вот здесь удобное это направление отсюда заходить. Но здесь вот это облако. А мне вот как раз получается... Есть вариант попробовать захватить на высоте, зафиксировать цель, а потом высоту снизить. Давай так попробуем. А, ну хотя, блядь, облако захват отменит опять, да? Ладно, иду на разворот. Нахрен это облако. Угу. Вот она, река идет. От речки надо смотреть цели. Вижу. Ну, высота 3300, давай попробуем на такой. Так, что там у меня? Сколько стоит? По 2. 2 сразу надо закинуть. Семь километров. Шкала не двигается. А вот что двигается. 6 километров. Не знаю, что происходит. Вот уже сам бросай.
Сейчас опять захват отменится. Разрешен. Давай. И чё он не бросает? Блять, я не понимаю, как эта херня работает. Вчера же нормально было все. Почему так? Так, все, меня что-то выбешивает. Я пошел смотреть в редакторе. Или бомбы не те, или что, я просто не могу понять, в чем происходит. Сейчас бы Иркут здесь был, у него спросил, что за бомбы вчера использовались. Потому что они работали по-другому. Принцип работы был другой. Здесь какая-то херня, блядь. Вообще не вкатывать такое. Так, пока выйдем, да. Прогресса я не вижу пока никакого. Я просто не могу понять, что за хрень, блядь. Так, что мне для этого надо? Давай, создай пока редактор. Создать новую. Окей. Ну, тут я, конечно, вообще не понял весь этот прикол. Пуск разрешен. Начинаешь, блядь, этот сброс, он не работает. Я понимаю, что я, может, что-то не так делаю, но мне надо понять, что. Эту миссию, которую я сейчас выполнял, я буду ее выполнять бомбами. Никак по-другому. Так, игрок. И вот тут надо поиграться сейчас немного. Блядь, за бомбы-то вчера у меня были. Сейчас я посмотрю. Надо вспомнить, что за бомбы были. Мы вчера выполняли задание на цистерны бил. Просто надо это надо включить для замера дальности. Это мишень. Нахуй. Я Так что- делал неправильно. Вот, и задача... Сейчас найду. Блин, дети бомбы. S25 используй софт. Но я, Если у нас... я тебе все Подожди, тебя... Как я их... лампочками. Я даже не посмотрел, что за... А, во, подожди, смотрю. Так. Ну-ка, подожди. Они какие-то интересные бомбы здесь. Они там стоят. Ну, я тогда запускаюсь. Запускайся. Но точно не такие вот, Там как вертолетчик еще какие у должен меня запускаться. Смотри как. были Или он сейчас. сейчас проходит. Да, он смотрит видеоинструкцию. У нас на днях вертолетчик учится перетаскивать грузы на внешней подвеске на тросе. Ну да. Здесь бомбы другие.
Сейчас у меня есть теперь как это перепроверить. Вот они, скорее всего. Ой, блядь, подожди. Нет, это ракеты. Ну, все правильно, ракеты, значит. А бомбы вообще с внутренней стороны были. Скорее всего, были вот эти ракеты. Нет. И не точно не эти, блин. Ну это... Подожди. Нет, у нас не было 29-ок. А, вот они, блядь. Почему я их не увидел-то сразу? Вот они бомбы-то эти. Вот эти надо использовать, бомбы. Вот они. Вот это то, что надо. А не то, что я использовал. Я бы еще в них это, блядь, яйца бы покидал. А чё, почему бы и нет? Как фонарь открыл, скинул яйцо, да? Блин, ну чё, заново придется проходить. Ну ладно, зато теперь с результатом. Самому интересна вся эта тема. Поехали. Сейчас самое интересное — это взлет. Угу. Вот вооружение от разработчиков компании. 29-ки, вихри, бомбы. Вот эти, которые у меня были, которые, блядь, пуск разрешен. Начинаешь пускать, они не пускаются ни хера. Не знаю, почему не работал пуск. Я просто вчера летал, также сбрасывал бомбу, у меня пуск разрешен, сбрасывал, и все работало. Здесь, значит, это бомбы не те, которые работают для таких... Для того, что я хочу сделать, это не то. Ну, во-первых, что я еще не сделал для самолета. Контейнеры обязательно. Вылетел, называется. Так, фантасмагорию не надо. Ракеты воздух-воздух. Вот, Р-73 есть у него. Баки. Да, блядь. Смотри, в чем прикол, а бомбы... Они сюда уже не вешаются. В этом весь прикол. А, так вот почему я их и не увидел, наверное. Ну-ка. Нет, видишь здесь? Вот оно все объяснение, почему мы не смогли их повесить. Вот и выбирай. Топливные баки резервные, либо бомбы. То есть они вешаются, только крепятся ближе к кабине, получается. К этим пилонам все. Пипец просто, блядь. Сейчас я...
Просто все остальное, я, конечно, не буду утверждать, но по мне, так и для меня это как-то ни о чем. Вот фабы 500 я бы лучше с грача бы бросал, но опять же это низкие высоты. Все остальное это не то. Получается, я только сюда могу что-то прицепить. Вот они, эти бомбы только сюда цепляются. Сюда уже их не зацепишь. Так, ну хорошо, ладно. Тогда будем использовать ракеты МЛ. Сколько вес? Две бомбы, две ракеты, я думаю, этого достаточно. Все, такое будет вооружение. Нары. Не, нары я, наверное, не буду использовать, потому что нары надо использовать на высотах, на средних, наверное, где-то. Но точно не на тех, на которых я хочу сейчас летать. А почему много вооружений не вешаю? Потому что каждый боеприпас будет использоваться на заходе, а у меня нету дополнительных баков. Вот. То есть я сейчас уже не полетаю так, как я летал в прошлом бою, но при этом я, может, что-то уже сделаю полезное, да? Так, ракеты воздух-воздух обязательно, потому что у врага есть авиация. Блин, ну что-то крепануть может. Ладно, давай. На всякий случай. Все, поехали. Просто не те бомбы. Вот благо у меня есть запись стрима, где мы летали на полигоне вчера. Вот, а так ничего хорошего. Бомбы не те стояли. Я думаю, что за хрень, блядь? Те, которые бомбы нужны для этого задания, они не стояли. Так, ППМ. Я смотрю, что-то не так. Я к цели подлетаю, он мне мозги компасирует. Ну. Вот эти бомбы, которые я повешал, они дают возможность работать с высоты. Но их всего можно 2 крепить. Как говорится, это... Чем мощнее и дальше, тем меньше. Вот там вся особенность. Сейчас опять будет танц. Меня относит влево. Очень сильно несет влево. Ну-ка, если влево возьму, так вот от ветра. Лучше будет, ну да. Надо скорость разогнать, чтобы высоту набрать. Очень сильный ветер здесь. Идет он справа. Я сейчас против ветра маленько взял в сторону. И все. И меня, наоборот, ветер еще отклонил посильнее. Если бы я бы взял вправо, был бы это с ветром, вот это столкновение. Что попало, меня опять бы самолет бы не разогнался. Тут опыт надо набираться еще в погодные условия, именно против ветра летать. Посадку тоже пробовать против ветра. Так, давай на ППМ-2 сразу. Высота 1000. Значит, задача сейчас провести разведку сначала в данных районах ППМ 5-6, потом уже работать по целям. .
Все, сейчас уже играть надо на результат, потому что горючки мало. Как мало? Запасы не... Так, это получается, если я буду заходить на посадку, ветер будет у меня слева. Надо готовиться к этому мероприятию. Потеряли мы только время с вами, и все. Особо ничего не потеряли. Ну, не зря его потеряли. Главное, нашел решение, и все, я понял, в чем проблема. Вот эти бомбы, скорее всего, которые я хотел сбросить, они тоже бросаются, но высота для них большая. Их надо бросать с высоты маленькой. Они корректирующие, но высота должна быть где-то 3000 метров, может меньше. Вот и все. Поэтому в зоне ЗРК эти бомбы будут... ну, тебя собьют нахер и все. В этой компании с такими бомбами летать опасно. Здесь надо... Высота минимум 3500 должна быть. Даже это мало. Где-то 3700 это только от ЗРК. Вот. А если где-то еще излучения, вот эти стоят ПВО всякие, которые радарами пользуются, с ними вообще опасно. Их только ракетами уничтожать. Вот и все. Угу, идет излучение справа. Скорее всего, это от наших. Да, это от наших излучений идет. Только что. А у стрелы есть радар? А, Тунгусская это. Все, я понял. Это Тунгусский. Излучение от Тунгусски идет. Подожди, два излучения. Значит, еще что-то есть. В общем, там вот танки вражеские и ЗРК на маяке. Туда тоже лучше не суваться. Потом вот он аэродром. Там техники нету особо, но там есть ЗРК. Уже второй. ЗРК в основном в этой миссии это советские. Тип стрела. Из курса сбился. А, нет, все правильно. Давай пятую. Второй. Обнаружена цель. Автотранспорт. 12 часов. Удаление.
Разведку провели. Так, выставляемся на ППМ-6 и уходим в сторону моря. Высота 4 километра 200, 300, 4300. Прямо подо мной враг. Вот здесь они. Танки у них здесь все. Давай дадим ему задачу атаковать. Второму. Атакуй ПВО. Потому что он на них летит. По-моему, на них не летел. Интересно, а у этой бомбы же тоже есть ограничение. Только какое, не знаю. Ну, мы будем ее сбрасывать где-то на 3800-4. Надеюсь, она сработает. Так, сейчас чуть левее возьму, потом вправо. Буду заходить не с аэродрома, а слева от аэродрома. Облучение Земли. 11 часов. Второй. Пуск ЗРК. 12 часов. Второй. Получил повреждения. Кто бы сомневался. Я просто не знаю, какую ему задачу ставить. На земку даешь, он тоже повреждения получает. У него как ни бой, так повреждения. Как будто он не на Су-25Т летает, а на каком-то граче обычно. При всем уважении к самолету, конечно, грачу, но его здесь собьют быстро. Ему здесь делать нечего. Вижу цели. Сейчас надо выйти на них. Так, держим высоту. Тихо, тихо. Чтобы высоту держать, надо, блядь, почти во все тяги лететь. Потому что он ее быстро сбрасывает. Девять и 8, так, дальномер. Пуск разрешен. Все, сброс. Где-то снизу цели. Я только вправо видел, все.
Все цели поражены. Вот это работа бомбы называется. Современная. Почти. Ну сейчас еще круче, наверное, есть. И при этом ПВО мне ничего не сделают. А чё, очки не засчитали с разведки? Прикинь. Где 80 очков-то разведки? Так, давай еще по ППМ-ке пролетим. Могут развернуться. Здесь надо было, чтобы... Короче, здесь целями не набьешь 100 очков. Надо 100 очков набить. 80 очков идет за основную задачу разведки. Дальше уже за цели. На данный момент у меня всего 5 очков за машину. Хотя я разведку уже провел. Попробую сейчас по ППМ-кам полетать. — 10 очков. 2 единицы техники уничтожил. Но я стрелял-то в колонну из 3 машин снабжения. 2 из них поразил, получается, так. Кругляшок показывает. Видите, высоту какую? Да не по мне сейчас на эту высоту надо спуститься, что ли? А не пошел бы ты в попку? 2000, я так понял. Так, подожди. Я, короче, миссия даже вынуждает, чтобы ты под ПВО лез. Так, высота 3500, все, меньше не пойду. Идите нафиг. О! ЗРК пошла на меня. Я говорю, меньше 3,5 берешь, все, вот такая вот херня, блин. Прикольно. О. А нет, это АТО след. Так, давай на ППМ-4. С ППМ-4 пошел по маршруту, попробую пролететься. Что-то бред какой-то. По идее должны очки были появиться. Что-то нету, прикинь, 10 очков все висит. Должно 80 еще прибавиться к нему. Еще бомба есть одна.
Вот мне что нравится, это ЗРК один только плюс большой, что березка прям излучает, что типа все, сейчас звездец будет. А вот Стингер в тебя пульнет и все переносной. А ты даже это не узнаешь о нем. Узнаешь только когда тебе уже прилетит. А здесь нормальные текстуры работают. Угу. ППМ-ка не выполняется. Так, надо сейчас развернуться. Сколько там остаток? 2600. Сука, не дает. Вот он не выполняет разведку и все. Он так и хочет, чтобы я на 2000 километров туда спустился. Ладно, пока не атакуем. Руки чешутся, хочется, но пока не трогаю. Сейчас по ППМ-кам пройдемся. Высота 3600. 3500. Ну что, попробовать рискнуть. Видите круг вот этот ВЛС? Видите, он низко показывает. Вот эти маршрутные точки, которые ППМ их так называются, они выставлены на высоту ниже. У меня уже высота 2900, они еще ниже идут. Не понимаю, с каким смыслом это было сделано. Чтобы играться в самолетики против ЗРК, что ли, или что? В чем прикол-то? Самолеты есть вооружение, которое можно использовать на расстоянии с высоты. Смотри, уже ну, это горы. 1200. Где-то здесь еще ЗРК есть, вот в этих районах. Где-то стоит он. Потому что пуск был отсюда где-то. Я уж думаю, навряд ли оттуда или оттуда. Где-то вот именно с этих районов. $7500 остается до ППМки. Зачем мне нажимать Alt 6? Скажи, что оно мне даст. Прежде чем что-то нажать, надо понять, что это, да? Ну, что это я должен? Вот ты просишь нажать, а что оно мне даст? На убывание опять пошло, может.
Высота 1000. А, вот 2300. А, вот как. Все, понял. Благодарю. Блин, ну это, видишь, опасно, меня могут сбить. Мне интересно, сколько в высоту наберет. А снизить точно. Нифига, двушка, прикинь уже. Они когда эти ППМки ставили, они от балды их ставили, я так понимаю. Еще ниже, ты. Он что, ёбу дал? Это что за херня? Ну это не серьезно, да, для этого самолета. На Ил-2 штурмовики выше летают, Вов. Это бред, блядь, сделали, вот, честно. Вот я сейчас, вот, я раньше этого не понимал, сейчас вот я просто понимаю, вот, допустим, способности этого самолета. И я понимаю, что то, что сейчас сделано, это полный вот, бред, а не компания здесь вот сейчас на данном момент. Не знаю, как она дальше будет, но то, что здесь вот сейчас сделаны, ППМ на высоте 1000 километров во время, где ЗРК находится по этим позициям, ну, по мне, это не серьезно. Задание все равно не выполнено. Че? Что-то не то. Ну да, есть же, да, такое? Согласен. Что-то не то. Очков, видишь, не дают. Давай, я знаю, как мы сейчас сделаем. Нам надо сейчас отправиться на маршрутную точку 4 где-то. Так, блядь, не то сделал. Даже на 3 пускай. И с нее начнем по маршруту летать. Просто непонятно, почему высота такая маленькая. Давай, Alt 6, как ты сказал, пускай он сам пролетит. Вот, короче, прикол в том, здесь надо прям вероятность, я так понял, 100% в маршрутной точке. Именно летишь прям по маршруту, где, скорее всего, выставлена вероятность пролета ППМ-ки 100%. Я видел, там в редакторе есть такая тема. Потому что если рядом с ППМ-кой пролетаешь, он не выполняет ее. Ну вот, пожалуйста. Это по мне зенитка работает. Иди в жопу. Дебилы понаделают херню всякую, а ты потом учишься. Ну а что, не так, что ли? На таком самолете просто, я не знаю, пузо чесать. Так сказать, это пузо водичкой щекотать. Ой, классно. Самое забавное, что мы вчера на полигоне тут летали тоже с ребятами. Там у нас этот Александр Якут руководит всей этой темой. Он наоборот тренирует полеты на высоте и использование вооружения. А тут в компании в первой миссии ты летаешь, блядь, на высоте, как обычный грач. Классно. Так, ну чё, вот теперь давай пробуем летать. Пускай курс находит.
Сейчас после 3-го на 4-й пойдет. Тысяча метров высота. Это такой бред, да? Так, давай на 4-й, а то я сейчас в горы улечу. Это стопудово. Надеюсь, он не разобьется. Слушай, что-то мне не нравится твой полет. Ну-ка, давай. Иди в жопу, блядь. Глюканутая херня. И что происходит? Потому что высота 1000 метров стоит. Чего включить? А, вот точно, блин, ты мне напомнил, я забыл, прикинь, все это сделать. Так, еще одна тема. Сейчас. Нет, не то. А, во. Вот, все. Афиногин, правильно? Спасибо большое. Оборудование, главное, подвешал и не включил, прикинь, летая. Ну, блин, опять же, не суть, мне просто непонятно, почему он не выполняет задание разведки. Ага. Да-да-да, я нажал все. Опять в гору сейчас пойдет, да? А он по этому кругу летает. Смотри, прямо его в центре держит и по нему летит. А вот если курс смотреть, курс-то видишь как. Получается, курс показывает направление, а выровняться, чтобы прямо по маршруту строго лететь, надо по вот этому кругу лететь в центре. Если ППМ-ки здесь использованы. Да, вот такая вот тема. Полторы тысячи метров высота, ну это вообще прикол. Не знаю, по мне это мало. Во-во-во! Да, она летит, родная. Тут жопа. Еще одна летит. Да еще бы, конечно. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Ну, какой смысл летать на такой высоте? Я просто не понимаю. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Не знаю, это бред. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы.
На Су-25Т на такой высоте не летают. Отказ гидросистемы. Не летали. Отказ гидросистемы. А он создан для другой высоты, потому что у него есть система шквал, которая дает работать именно вот на высоте. Отказ А то, что здесь напридумывали, вот эти сказки, блядь. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. ЛТЦ закончилось. Отказ До гидросистемы. выпуска. Причем до остатки. Отказ гидросистемы. Короче, до аэродрома дотяну, катапультируюсь. Отказ Если еще гидросистемы. что-нибудь не прилетит. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ Хотя нет, я сейчас гидросистемы. здесь наши, я к ним сейчас прыгну. блядь. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Да, иди в море. Отказ гидросистемы. Всё. Отказ гидросистемы. Не вижу смысла работать здесь на таких высотах. А по мне так это вообще не продуманная ерунда. Это даже не сложность, это просто издевательство над игрой. Либо это делалось все быстро через задницу, либо это делалось, чтобы... О, блядь, он даже не долетел до моря. Не знаю, с какой целью это все создавалось. Я же понимаю, что это неправильно. Очки так и не дали. Какой-то баг произошел, да? Вот здесь должно быть 80, сейчас бы уже 90 было. Ладно, пилот жив, хорошо. Рестарт. Результат 80. В смысле? А, пишет результат 80, да? Балабол. Ладно, рестарт. Какое положение управления? Да мне бы это от ракеты бы все равно не помогло. Ты чё? Я их сколько там отбил? Там что-то это лупит. Несколько пусков делает. ЗРК же, это же не ПЗРК, это ЗРК. Так, вооружение. Ага, осталось, отлично. Feel free to engage any targets of opportunity, but remember you Вот, must вот recon the видите, area between вы можете waypoint 5 атаковать and любые 6. цели, но помните, главная задача — разведка ситуации между ППМ 6, ой, 5 и 6. Вот. То есть сколько ты не летай, не бей, не дразни там этих ЗРК, вот именно надо вот эту разведку провести. Вот в чем прикол. Так, что у меня там? Давай, поехали. Shift-E, готово. Дальше. Z. Ой, это не то. X, готово. Ветер справа. Сейчас надо быть легким. Пошли. Самолет закренил, потому что я за ракетами засмотрелся. Но это все равно дело не в этом. Просто то, что там... Давай, давай, давай. Ветер с моря дом называется. Оп. Витрина вообще нормально. Так, сейчас я наберу высоты немного и все. Да, мне управление нормально. Причем тут управление?
Ты про управление мне пишешь. Я говорю, управление нормально, мне ЗРК ненормально, понимаешь? Я просто не вижу смысла летать на километры, если у меня самолет оснащен снаряжением сейчас по шквалу. Смысл мне этого полета на километры? Как-то они неправильно этот самолет это использовали, не по назначению. Играча из него сделали обычно. В плане параметров. Так, ну давай. Оп. Посмотрим, как он пойдет. Пускай по маршруту идет. Мне главное, чтобы он 5-й, 6-й пролетел, дальше я сам. Я знаю про триммер, я просто не понимаю, зачем он мне. Джойстик у меня все равно, это, ему не поможет этот триммер. А, я понял, про что ты имеешь. А при чем тут ЗРК и триммер, я просто не понимаю. Управление будет легче. Так от управления же мне сейчас это что-то поможет от ЗРК. Я на управление не жалуюсь, у меня нормальное управление. Причем управление. Мне миссия вот это надо ее пройти и все. Здесь видишь задание, раз ветка и все. То есть здесь даже если ты захочешь пострелять с высоты, она задача не выполнится. А, понятно. Ну вот он. Я знаю про эту штуку. По ней можно просто так вот сделать, да? Оп. Но он не даст. ППМки эти, блядь, задолбали уже. Сейчас вот эту миссию пока не пройдем, боевых миссий не будет. Надо ее пройти. Есть принцип работы, просто полетать, посмотреть, уничтожить пару машинок и все.
Я автопилот рубил, чтобы он ППМ-ки эти прошел, потому что они меня уже напрягают. Чтобы эта разведка выполнилась, а я уже смог выполнять то, что мне надо. Ты мне, кстати, подсказал этого пилота, который эти ППМ-ки выполняет. Спасибо. Я его вообще раньше не использовал. Я даже не знал особо о нем. Я всегда использовал автопилота, который стабилизирует горизонт и все, чтобы мне шквалом работать. Этот пилот, вот никогда его не использовал. Я первый раз сегодня его использую. Так, спасибо, что подсказал. Будем теперь им пользоваться. Я не люблю вот этот геморрой. Ну, у меня есть, как бы мы летаем, вон, на полигоне и пилотированием занимаемся. Но вот здесь это пипец просто, блядь. Летать в зоне ЗРК на высоте 1000 метров, чтобы ППМочки проходить. Не знаю, по мне это вообще глупо. Блять, вот почему я раньше не осознавал это? Сейчас вот я реально осознаю, что эта компания, она вот эта миссия вообще не продумана. Через задницу ППМки понакидали, просто на высоту 1000 метров поставили, все. Разведку можно и шквалом провести. Включил и все, район посмотрел, все, вот тебе и разведка. Можно так посмотреть на ППМки. Оп. Вот у него сейчас 4-й. Потом он полетит в самую задницу, где Ми-24 тут летают и все такое. Он полетит на высоте 1000 метров. Выключать надо всегда через автопилот Alt-9. Ага, все понял. Спасибо тебе большое. Угу, благодарю. Буду знать. Ну да, я замечал, когда вырубаешь обычно автопилот простыми клавишами, то он это... Смотри, что делает. Давай, уходи уже. На ППМ-5, давай, мощей добавляем. Я уже думал, сейчас опять туда, на этот побережье, это на побережье это полетит. Что такое? Почему замедление идет? Опа-на. Это почему так? Слышишь, Афиногин? Это что такое? Почему так? Из-за чего такое? Как будто игра замедленная. Что такое? Настройка есть этой хрени? Не знаю, все понятно.
Не нужен мне доклад. Это что-то я нажимал. Там что-то с NVIDIA высветилось, я, блядь, что-то... Пипец, тут клавиш, ё-моё, задолбаешься. Настройка аудио. Да, что-то звук перенастроился. Контакт, цель, час. Не знаю, мне, блин. Ну, и чё? Офигенно, блядь, разведка, да? Смотри, сколько пушка. Зенитка снизу, блин. О, еще летит. Гидрач не повредили, самое главное. Двигатели в порядке, главное. Я уже разведал. Классно. Уже не знаю, что ожидать тут. Надо двигатели все разделить. Никогда бы не полетел на такой высоте, честно. Знаю, что здесь ЗРК. Ну чё? Вот эти цели надо мне обнаружить. Ну, я их увидел. Вон, там они, вон машины, ну. Очков не дают, значит. По идее, здесь должен быть результат 80 очков. Почему-то оно не выполнено. Пускай летит на ППМ-7, посмотрим, что будет. Так, ППМ-7 куда идет? Нет, слушай, чувак, плохая идея. Лучше сразу катапультироваться.
Что-то, короче, здесь намудрилось, да? Ну-ка, аудиовыход. Надо игру будет перезапустить. Я думаю, что-то не то нажал. Когда... Сочетание делал клавиш. Самолет еле живой. Смогу зайти на атаку, нет? Макс Дунин. Этот Open Track. У меня самолет вообще не управляется, еле-еле Карина работает. Но я попробую зайти на цель все равно. Подальше отлечу. Yes. Человек на английском языке пишет в Твиче. Интересуется, что у меня за... Ну, вот эта система, которая голова работает. И из какой страны, типа. Тримирую. Так а он затримировал. Сейчас. Вот, смотри. А, вот там еще. Даже сейчас посмотрим. Ну, нормально. Я имею в виду, что он тяжело идет. А вон наш где аэродром, нифига себе. Ну чё? Чё у меня тут? Бомбами отработаем. Нужна высота 3500. Даже 3700. Наберет, нет?
По чуть-чуть, может, наберем. ДКС симулятор. Как он на английском? ДКС. В названии name stream там указан. Графика выглядит отлично, очень детализировано. Да, yes. О, вот это yes тебе сейчас будет. Че, пусть опять откуда? Конечно, высота, блин, до 800. А слева захват идет. Не небо. Наземные цели. Но я не могу, видишь, его наклонить пока даже. У меня он подбит, самолет. Бля, что такое происходит с игрой? Смотри. Такое ощущение, как будто она в замедленном виде работает. Она не должна так работать. Смотри, что происходит. Ну я отработаю по целям все равно. В настройке NVIDIA что-то я видать, сочетание клавиш нажал, а консоль отобразилась. И в этот момент вот ты мне как раз что-то говорил, типа триммер нажми. И что-то я вот за триммер. Короче, что там замедлил. Так, цели вон. Там маленькая, конечно. Так, дальномер. Бомба пошла. Замедленный вид стоит. Скорость медленная стоит. Надо перезапись сделать. Я не знаю, что через видео. Я не видел, что это сделать. Первый раз такой. Нет, она пока долетит, эта бомба. Можно на базу уже вернуться. Да, собираюсь атаковать конвой, да. Атак конвой, да.
Ну и где взрыв? Не знаю, попал. Нет, она сказала, что это получение гроба. Оповестила. Непонятно, да? Но нету целей. Что за бред? Так. Странно. А как консоль вызвать NVIDIA? Сейчас я кое-что сделаю. Стой. Сейчас на видеокарте посмотрю. Иди ко мне сюда, мой сладенький. Угу. В смысле, драйвер новый опять вышел. New драйвер релиз. Опять. На видеокарту. Но суть-то не в этом. Мне просто непонятно. Оверлей. Вот у меня высвечивался. Alt-Z я нажимал, да? Ну-ка. Да, вот. И вот здесь что-то я сделал не то. Показывает пилот. Все, я понял тебя, куда бомба летит. Подожди, я тут, короче, херню какую-то сделал. Сейчас я настрою. Микрофон. Игровые фильтры. Это что такое? Странно. А здесь нету звука в этом, в NVIDIA. А, он мне записывает ее. Лучшие моменты, мгновенный повтор. Блин, проще вот реально из игры выйти, перезайти, да, я так думаю. Опять результат 80 очков. Сейчас я перезайду. Через диспетчер ее закрою. Ой. Блин, ну я никогда не застревал на этой миссии. Сейчас вот реально какая-то фигня. Почему так, не знаю. Тогда вот играл эту миссию, я быстро проходил. При том, что я даже не летел в атаку. Я просто побережье бил. Не знаю. Там побережье, вот откуда ЗРК стреляла. Я помню, танки просто атаковал там и все. И при этом еще задание выполнял. А сейчас стараюсь по ППМ-кам двигаться еще хуже. Эти ППМ-ки, они, короче, как это... Западло для игрока, я понял. Чтоб тебя быстрее сбили. Они проходят траектории как раз, где ПЗ, эти ЗРК стоят. Проверим, нормальный звук будет. Что-то замедлил я. Только как, что там мог замедлить, не знаю. Замедленная игра полностью была, то есть скорость игры. Я так понял, через NVIDIA драйвера можно даже игру замедлять. Офигеть. Посмотрим, как будет работать. Так, компания.
Так хочется пропустить уже эту миссию. Пилот-то нормально все. Катапультировать все равно 0. Ладно, пойдем. Тяжело разведка дается, очень тяжело. Проще, блин, если бы мне дали бы задачу уничтожить эти цели, я их бы просто уничтожил и все. А так вот заниматься вот этим... Не знаю, по мне это бред. Л. Ну и все, да? А, ракеты воздух-воздух еще надо взять. А, можно сюда топливные баки крепить? Нифига себе, я даже не знал. Я думал, они только сюда крепятся. Оказывается, можно их чуть сюда. Угу. Как-то так. Command to 105. Feel free to engage any targets of opportunity, but remember you must recon the area between waypoint 5 and 6. Out. А чё? Ну чё? Блять, это реально миссия аномалия какая-то. Сейчас этот трекер мозги парит. Не могу центрировать его, смотри. Пойдем. Ладно, будем без центрирования. Будем так. Головой стараться сильно не крутить. Ай-яй-яй-яй-яй. Колбасит вообще влево опять. Тихо, тихо, тихо. Отрыв. Графика красивая тут, потому что настройку надо одну врубать, а она, я так понял, на RTX только есть в видеокарте. На обычных GTX графика не та вообще. Так, подожди. Вот сюда надо.
Одно дело по курсу лететь, допустим, по компасу. А еще надо этот кругляшок типа ловить. А я вот когда лечу, я его не ловлю, он мне не интересен. Я по компасу летаю и все. А когда врубаешь этого автопилота, он летает по кругляшкам еще. То есть он еще и высоту соблюдает. Ну, блядь, высота 1000 метров, это пипец, конечно. Когда у тебя ЗРК вот он справа, и как на 1000 метров с ним? Может, мне проще это, в этот фонарь открыть, да рукой отмахнуть ее на такой высоте-то? Нет? Тут ЛТЦ не нужны, тут можно это... Блин, палку надо было с собой взять. Тем более она тебе чуть не в лоб летит. Тоже интересная штука, да? Круг показывает туда, влево. А если по компасу лететь, то надо лететь вот так. Или вообще даже вот. А круг тебя тащит в горы. Так, я набираю высоту. Попробуем. Кнопки вообще не работают. Сейчас попробую остановить. Перезапустить OpenTrack. Рестарт OpenTrack сделаю. Во, сейчас работает. Все нормально. Хоп-хоп. Вот центрирование. Центрирование. Хоп. То есть вот так. Хоп. Хоп. Все, я понял. Этот ППМ, который автопилот по ППМ летает, типа высоту не соблюдает. Так он горизонтальный, почему-то ее плохо соблюдает. Тоже. Он горизонтальный, ее тоже по десятке сбрасывают. Либо ему скорости просто не хватает. Дайте добро, можно я отсюда уже атакую их? Было бы классно, я бы мог отсюда атаковать. Вот, я использую вот этот горизонтальный, чтобы он у меня самолет по горизонту держал, и все. Но он сейчас, смотри, он, я не знаю, будет ли сбрасывать высоту, ну? Так.
ППМ-4. Пойду на высоте 3600. Меньше не пойду. Мне... Подожди, стоп. Только ППМ, но не высоту. Так он и по высоте летел, понимаешь, в чем дело? Смотри. А, нет, я сейчас его включу, он пойдет вниз. Я не хочу этого делать. Он вниз пойдет. Можешь запись на ютубе же там можно перемотать. Можешь посмотреть, он вниз шел, когда я его включал. Автопилот Alt-6, который... Сейчас туда доверну, потом развернусь на 5-й ППМ. Паутинки эти, блядь. Амамат, привет. Я надеюсь, на 3900-то сработает задача. Вот высота 3800, по идее, не должны достать его. Нет, я не учусь летать, я учусь эту миссию выполнять дебильную. У которой условие стоит на высоте 1000 метров проходить против ЗРК, дебилы. Это надо было такую херню создать. В этом вся проблема, что я, видишь, поднялся и не стал летать на 1000 метров. Видишь, он кругляшок показывает, куда снижаться. Эта высота здесь должна быть 1000 метров. А подо мной ЗРК шил эти зенитки, блядь. Это талантливыми надо быть, чтобы такую херню придумать. Так, и что у нас? Ага, все понял. А, так он мне на ППМ-7 уже перерубил. Да, блядь, где 6-й-то? Ты смотри, что он делает. Он мне 6-й убрал. Либо я на нем стою. Во, все, работаем по целям. Ну, наконец-то. Короче, должен ППМ 6 убраться, тогда задание будет выполнено. Все, теперь работаем по целям. Ура! Задолбало. Кем ты мечтаешь стать? Я?
Чувак, мне 35 лет, кем я мечтаю стать? Интересный вопрос. Кем я хотел стать, я уже стал. Я работаю. Можешь, кстати, у меня посмотреть, ты на ютубе же, да? Я сейчас 3 площадки просто запущу. На ютубе в интересных каналах у меня моя работа. Хочешь, загляни на канал, посмотри, кем я стал. Ну, мне нравится такая работа. Поэтому никем я уже стать не хочу. Все, что мне надо, у меня есть. Спасибо. Ничего я больше не хочу достигать. То, что мне вот нужно, оно у меня все есть. Я просто играю, живу, работаю, кайфую. Ты про это? Нет, уже нету никаких целей, я имею в виду, что там уже прошел этот период. 20? О, блин, спасибо за комплимент, конечно. 35. Я уже пережил этот возраст, когда ты кем-то хочешь стать. Забавно, там в детстве, помню, в школе учительница подходила к нам всем, еще первоклассники, помню, были. Кем вы хотите стать? И космонавтом. Помню. Маленький когда был. Да, я водитель грузовой машины. Доставка продуктов. Хорошая машина. Комфортная. Для меня. Так, ну что, пробуем атаковать цели? Нет, это не истребитель, это штурмовик считается самолет. Только оснащенный системой шквал. То есть он может работать на расстоянии. Ладно, что там, да? О, подожди. Нет, можно еще отлететь. Второму будем задачу ставить? Второму. Атакуй мою цель. Давай, атакуй противника. Сейчас можно бить по всем. Если за цель дают 5 очков, значит 4 цели надо уничтожить, да? В общем, 80 есть, вот к ним надо еще 20 добавить. И тогда миссия будет выполнена. То есть здесь вот она выполняется по очкам. Не то нажал опять. По очкам миссия выполняется. Давайте это уничтожим. ЗРКшку. Почему мне не? Ракетой можно ее ликвидировать. Находится на аэродроме. Я так понял, не обязательно те машины уничтожать, которые в зоне в той. Да, они особой опасности-то не понимают. Мотолыга, 3 грузовика, бред какой-то. Ездит аэродром вот слева, и вот на нем находится ЗРК. Оп.
Зафиксировал. А, не, подожди, тут... О, так тут техника даже есть. Но здесь тоже ЗРК есть. Вон она. Который пускает ракеты по всем. Засранка это. Все зафиксировал. Сейчас попробуем ударить ракетой без снижения. Здесь можно даже стабилизатор врубить и все. Когда он не пуск разрешит, интересно. Пошла ракетка. Ну чё, готов поймать ее? И захват. Ожидаем. Цель поражена. Пока-пока. Один минус. Блять, автопилот-то я как бы не вырубил. Тихо, 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 тихо. Не надо не забывать про него. Так, Аль-9 мне человек тут подсказывал. Минус 1 ЗРК. Идем на второй заход. Что там горючий? 3800. Да, я сейчас зарабатываю себе очки своему летчику. У меня карьера. Надо его до летехи старшего поднимать. Это тоже все важно. И, понятное дело, я могу выполнить основную задачу, улететь на базу. А могу сейчас еще нанести поражение. Вот сколько у меня снаряжения есть. И ну, чем больше я сделаю результата, тем больше у меня... Мне могут медаль дать за это, могут еще что-то. То есть здесь вот в игре интересно все это. Поэтому что смогу, то сделаю. Сейчас надо будет уточнить кое-что. Так, здесь танки наши 80-ки, да. Вот, сейчас можно ударить по танкам Т-72, допустим, да. Вот, за ЗРК мне дали 8 очков. Можно нанести бомбами поражение этими артиллерии. Вот, но здесь еще, скорее всего, есть расчет стингеров. Поэтому надо не забывать. Ладно, давай попробуем нанести поражение этим танкам. Сейчас я буду работать корректируемыми бомбами. Высоту также держим в районе 4.
Вижу район захвата. Зафиксировал. Вижу танк. Вижу второй танк. Вот этот танк уничтожу в степи, который... Проверка правильно или неправильно. Дальномер. Тягу. Чтоб самолет высоту не терял. Так, пуск. По одной. 6 километров до цели. Пуск разрешен. Пошла. Чаек попить во время бомбы, да? Гори, гори, ясно. Красиво, да, падает? Так. Надо маленько отлучиться. Сейчас я... Я на месте. Что, у нас остается 2 боеприпаса. И что там по очкам? А, ну я по идее здание сделал. Ну ничего, еще поделаем, да? Почему бы нет? Немножко горючки еще пока хватает. Чего там? Почему он его так выводит? Это из-за ветра, наверное. Кренит его сам. Смотри, как он.
А, не-не-не, это не за ветром. Блин, у меня же это... На одном крыле перегрузка идет же, да? Понял я. Ладно, выставляюсь на ППМ 6. Какой 8-то? 6-то есть? Ну, ништяк. И сейчас попробуем атаковать ЗРК на аэродроме. Так, высоту. 3600 мало. А, вот он перевес, так где все боеприпасы здесь, а здесь тютю, да? Поэтому меня и это тащит куда-то не туда. Надо избавляться. Вон он, аэродром. Там ЗРК. Надо будет сейчас его найти и уничтожить. Я знаю, что он там где-то. Уничтожать я буду его, скорее всего, ракетой. А бомбу надо будет потратить потом на танк какой-нибудь. Ну, точно не на Урал. Привет, привет. Найт Трай. Правильно я прочитал? Да, высота. О, 4900. Нормально. Рабочая такая, я бы сказал. Тихо-тихо-тихо. Перегрузка. Перегрузка или недогрузка? Оп. Давай, стабилизируйся. Одну цель увидел. Что тут? Радар, что ли? Там радар. Вот он, по-моему. Из ануса не вижу, сколько, блядь, расстояние на глаз здесь. А все, можно стрелять на него. И что это было? Нет, это не та цель тогда получается. Это статическая была. Блять. Я думал, это оно, прикинь. Попасть-то попал, но это статическая, видать. Ну, тоже цель. Блин. А мне за нее ничего не дали. Капец.
Но машина боевая? Боевая. С оборудованием, но она статическая. Макет. Короче, обманщики они, да? Я поверил. Да, он нормально держится, его не надо триммировать. Я понял это. Ты имеешь в виду, когда перевес идет, ты можешь как бы триммерами выравнивать. Нет, он нормально. Вот на граче, да, на граче приходится его триммировать постоянно, если там перевес идет. Там тяжело. Здесь нормально. Ну что, пойдем ударим по этим машинам снабжения, тогда бомбы и все, не на базу. Сейчас предстоит сложная посадка, потому что ветер сильный. Пуск разрешен. Бомбочка упала с неба, звезда. Что, не загадала? Пока. В рифму, кстати. Снова возвращаюсь на возврат. Да, это бомба была. Я горячий скал не покупал. Самолет Су-25 грач мне подарил Иркут. Саня, на полигоне нас облетаем. Я еще не брал. Ну, в планах, да, возьму. Сейчас джойстик придет. С 10 по 16 я жду джойстик новый. Это же старый у меня. Ему 12 лет ему жить. Ему уже ничего не поможет. Ничем не помочь. Это вот все лучшие настройки для него. Все, все, что есть. Ну, как видите, он мне особо играть не мешает, если есть у самолета стабилизатор горизонта хотя бы. Вот на таких самолетах, как Су-25 грач, Су-25 СМ-3, там, да, там надо управлять уже, желательно бы хороший джойстик. Ну, не прям такой вау, но чтобы держал самолет. Сочи,
Если кому-то надо настроить хорошо Open Track, и у кого проблемы с ним, я в записи, напишите в записи на канале на YouTube, запись есть, где в записи. Я вам ссылку сброшу на видеоурок. Там парень хорошо объясняет все, и ты сам настроишь под себя. То есть не надо делать так, как у кого-то, а надо под себя настраивать. У всех свой поворот головы, так сказать. Да мы делали уже мертвую зону, бесполезно. Все мы делали, там все сделано, и кривая сделана, все как можно. Это вот самый лучший вариант. Больше ничего не сделаешь. Поверь, тут парни, они играют давно уже, они как увидели многие, что советовали, и на сервере мы заходили, прямо они через трансляцию пытались помочь настроить. Бесполезно, он сам джойстик уже такой. Я видел, как джойстик должен работать. Он не должен вот так вот работать, как он здесь. Я понимаю, он должен плавно все идти и не должен вот так вот, видишь, шевелиться. Еще ниже высоту надо, не знаю. 2700, конечно. У меня уже ЛТЦ закончились, а я их не вырубил. Очередной этот. Короче, их можно автоматически врубать, они сами будут работать. Аэродром, сейчас сюда надо. Опа-на. У меня же этот еще летает живой, да? Надо ему тоже задачу-то поставить. Приземлиться-то нет. Попробуем по приборам приземлиться. Не на глаз. Высота большая. Хотя лучше над водой, пускай будет побольше, а то она почему-то я в воде теряюсь часто, когда над водой лечу. Она, видите, такая вся еще гладенькая, прям без волн. Вот здесь снизу я имею в виду, и в нее можно нырнуть. Уже нырял пару раз. Так, что у нас там? Можно на разворот идти. Посадка. Что как-то это далеко уходим. Ну давай-ка разворот пошустрее. Где моя полоса? Далеко ушли, ну. Вон он.
Шасси. Тягу маленько добавляю. Блин, высота большая, высокая. Еще ниже надо. Тягу в 0. Ветер сильный. Сейчас придется доворачивать. Тягу главное держать. Еще сильнее. Тягу убираем. Высота большая. Стой. Кренит вправо. Стараюсь держать рулевую. Тихо, 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 тихо. Парашюты. Все, сработали. Фу. Погода здесь, конечно, это капец. Ветер только на нижних высотах, блядь, 14, по-моему, или сколько. 100. 1:05. Заруливайте на стоянку. Стоянка-то куда? Ну там он прямо можно зарулить, да и все. Здесь, кстати, можно еще взлететь и еще пострелять, если хочешь, допустим. Вооружиться и взлететь. Но мне погода не нравится, не хочу я в такой ветер. Может, следующая миссия ветер послабже будет. Сильно ветрено. Здесь еще море рядом. Из-за этого... Блин, ну сложная миссия, пипец, конечно. Не, если летать от вида третьего лица и смотреть вот эти пуски, конечно, почему бы и нет. Сидишь, эти ЛТЦ отстреливаешь. Ну это уже не та игра, блин. Надо как-то учиться от первого лица чисто играть. А от первого лица ты эти ПЗРК не увидишь из ЗРК, только если в зеркала смотреть. Вот. И опять же тебя еще благо оповещает березка. А есть вот ПЗРК называется, вот переносной зенитно-ракетный комплекс, какой-нибудь Стингер. Все, пока. На высоте вот этом 3500 даже берет. Угу. Поэтому я не понимаю, какой смысл лететь на 1000 метров здесь. Вот задание тоже дебилизм какой-то. Просто испытать себя, что тебе жопу не поджарят, что ли. Нет, по мне так это мазохизм. Просто когда вот ты только начинаешь играть в эту игру, ты как-то летаешь, думаешь, да. Но когда ты уже полетал и понял, где самолет этот лучше использовать, и думаешь, блин, нифига себе дичь, на 1000 метров летать. Ну. Ладно, здание сделали.
С трудом мы сделали, да? А, блин, он не будет. Ну-ка, интересно. Будет голова у него крутиться? Блин. Да, вон, смотри. Хоп, повернулся на меня, такой смотрит. Прикольно. Итого 80 очков за разведку и 40 очков за уничтоженные цели. Поразил я, получается, 4 техники, одно ПВО. Вот. В эти 4 техники входит один танк Т-72 и 3 грузовика снабжения. А ПВО, сейчас посмотрим, что это было у нас. Правда, тут список такой веселый, да? Там А-10 еще летал у нас, оказывается. Просто он далеко был. Блин. Где-то не могу найти. Далеко где-то, да? Я заметил, вот как человек какой-нибудь не придет, постоянно что-то да полезное скажет. Спасибо большое. Что-нибудь да подскажет. То есть благодаря вот вам, вот кто приходит, я уже что-то даже больше узнаю. Мне это нравится. Ну, допустим, Афиногин вот много чего сегодня вообще прям подсказал. И с автопилотами, и с, допустим, камера, вот как правильно врубать, когда снаряд летит, ракета или бомба. Намного эффектнее смотрится, как цель уничтожается, да, чем там вот с самолета смотреть, где там что. Блин, так интереснее, конечно. Не могу я найти. Видать, в самом верху, наверное, да? 1/10. А, подожди. Так это зенитка, получается, наша. Начала стрельбу по самолету А-10. Поразил, то есть это по А-10, значит, стреляли. Вот вражеские. ЗРК Стрела-1. Вот у них ЗРК одна где-то была. Она же, по-моему, да? ЗРК Стрела-1. Вот били по Су-25Т. Это по мне, скорее всего, летело. Применил. Но Су-25 не поражен был. Не могу найти самолет. Мне просто интересно, что там за ПВО-то было, который я поразил. Что-то типа этого, наверное, стрелы тоже. А, вот он, плеер, вот она. Х-25МЛ я использовал ракету. Стрела была, ЗРК Стрела БМ. Но она стрела, она не далеко берет. Если была бы ЗРК какая-нибудь иностранная, допустим, США ПВО какой-нибудь, оно дальше, да, по-моему, взяло бы здесь в игре. Ладно. Статус успех. Почему-то 80 очков, я не знаю, почему не прибавились те мои 40 сюда в список. Хотя я даже из той зоны, где я разведку проводил, я уничтожил 3 грузовика. Ладно, идем дальше. Что там время? Сейчас еще полет сделаем. Так, Ого! Нифига себе.
Это уже вечер. 18 часов 2 минуты. Вооружение. Мне не важно мое вооружение. Я же все равно его менять буду. Обнаружить и уничтожить взвод управления и связи, располагающийся в непосредственной близости от Адезелагара. Обнаружить и уничтожить взвод управления и связи, располагающий в точке 5. Вот так он выглядит. Ветер у земли всего 3 метра в секунду. Офигеть. Уже поменьше. Так, меня интересует, где 5 у нас находится. Слушай, ну тут... ну тут бомбами можно отработать, да, я думаю, все. Корректирующими опять. Ракетами Х-29, ну, ага. Вот ты выбирай, что ты хочешь, или Х-29, либо бомбы на эти пилоны. Ни хрена себе. А что так далеко? Что далековато лететь-то? Так. Ну что, поехали. На всякий случай. Меркурий. Потому что вдруг стемнеет, я не знаю. Сюда. Ракеты. Нет, бомбы. Кабы. Сюда. Ракеты МЛ. Топливные баки обязательно запасные надо. Фишка в том, что я не знаю, там может у них оса быть в тылу, еще какая-нибудь типа осы. Это мощные ЗРК эти. Вот, тут надо быть тоже с этим бдительнее. Я вот сейчас скреплю себе, чтобы я мог ночью работать, потому что мало ли что там задержусь. А на самом деле надо крепить сюда и ракеты брать на всякий случай против радаров этих ЗРК. Вот в чем еще прикол. Ну ладно, давай на разведку, там будет видно. Ну опять же в тыл влетать придется, без этого никак. Уже вечер он. Второй, ты суицидник, наверное, я не могу понять. Либо я так... Как так получается, что... По-моему, ветер, что ли, ко мне отнес, нет? Или я не так как-то в полосе был? Фига мы там крыльями чуть с ним нет.
Не задели друг друга. Близко к ним. Опасен ты. Так, сразу ППМ-2. Горючку, чтобы не сжечь. Там сильно облачно. Ну да. Блин, с воды заходить придется. Ну, то есть, если получится еще что-то увидеть. Облака у нас, что-то я не посмотрел, какая высота. Они же там не пишутся. Очень большую роль играет здесь при наведении. Это, если облака будут, я через них не вижу. И все. А, вон он летит. Догнать пытается. Вот ему... Так, ну, на 2200, да, облака сейчас пойдут. Значит, надо сейчас за облака уходить. 2500. Мало высоты, я на 2500 не буду работать. А до ППМ-ки 5 осталось 4,5. Сейчас посмотрим, как будет видимость. Так, пока стабилизируемся. Ориентиры по ПМ5 это понятно. Проще так вот сделать. Угу. Джим Чи играет. Так, здесь у нас идет речка, да, из-за речки сразу этот населенный пункт. Но здесь есть еще цели. Ну, здесь можно определить, здесь площадка какая-то у них, значит их не трогаем. Трогаем вот именно вот эти цели. Ё-моё. Можно было так сделать. Эй, киш отсюда, облака. Мешают здесь. Что там, опять надо пролететь сначала, потом работать или как? Или можно бить? Тоже вопрос.
Пипец тут облачно просто. Так. Пойдем по курсу пройдемся по ППМ-кам, потом посмотрим, что там игра нам скажет. Тут все же у них по ППМ идет. Слушай, я вот вижу площадку, она не она. Ну-ка, может... Да, это она. Мы уже над ними, получается. Так, надо оценить обстановку. Ну что, с гор придется заходить. С гор вижу просвет. Подожди, а с моря... Вроде над морем тоже есть немного просвет. Облачно сильно. Добро пожаловать в ад. А вот нехрен летать на высоте, блядь, 500 метров. А ты как думал? Но он ниже меня идет на 200, на 2000 где-то 800, может. Красавчик. Сколько у него сюда? 3600. Это вот на 3600 он летит. Прикинь. 3600 его берут. Вот. А нас в первой миссии игра вынуждала на километры летать. Это просто жесть. Так, смотри, значит, ориентир аэродром. От аэродрома, если смотреть правее, идет. Мало расстояний. А что мне со шквалом? Что он меня гуляет сам по себе? Я не мог бы... Да, ну из-за того, что самолет танцует. Вон, самолет сейчас выровнен будет. Расстояние мало. Вон тот лес. Вон он справее. Вон он идет изгибистый. И вот вдоль того леса справа надо смотреть эти позиции. Высота маленькая. Блять, ветер на высоте большой. Снизу-то меньше, а здесь уже больше. И все. Такое ощущение, как будто вообще против ветра иду.
Ориентир аэродром, я поэтому в зеркала и смотрю его, чтобы мне правильно выйти на цели. При этом высоту надо набрать где-то 4, точно не 3700. 3700 мало. Блин, как стекло хорошо блестит. Красота. Тихо. Как еще можно сориентироваться? Так, сейчас. Ну у нас ППМ 5 прям на нее смотрит, да? Ощущение, будто эти облака вместе со мной летают. Так, ну что, здесь я не зайду. Ну, хоть правильно иду. Ну да, мне вообще по идее надо разворачиваться. За лесом спрятаны бреду. Их сложно еще, но их надо еще постараться вычислить. Так. Я подлетаю уже, да? Угу. Зенитки я увидел, но это не факт, что это то, что мне нужно. Ладно. Ну я не туда смотрю, я в другой лес смотрел. Вот ориентир. Вот здесь их надо искать. Где-то здесь они за лесом получаются. Вот она, речка идет, она в лес уходит. Получается река в степи. И там вот они. Ну их тут облачно, блядь, я не знаю. Куда заходить-то? Давай попробуем с наших позиций наших войск зайти.
Я маленько правее смотрел. Ну, это все, что я вот смог увидеть, потому что там было облако, я уже не смог туда смотреть. Так, что там производитель? Зерка его на 3600 брали. Выше берем. Скорее всего, с аэродрома работали по нему, по второму вот отсюда. Здесь стоит эта гадость. Вот, надо сюда навести сейчас. Вот она, вот эта площадка, которую я на карте показывал. Позиция где-то здесь у них. Между городом и лесом, я так понял. Ну, сейчас уточню еще. Ни хрена, за городом. За городом, получается. Даже не за городом, а это не город, что это село, поселок, короче, надо там смотреть. Ладно, я понял. Сейчас будем выходить на наблюдательную. Надо тут запомнить, где облака мешаются. Здесь более-менее просвет, вот где я сейчас лечу. Может, я их разгоняю, когда лечу? Надо зайти так, чтобы я в облак, ну как бы просвет из облаков был между облаками. Ага, эй, не надо высоту терять, опасно. Даже аэродром, да, вон, что-то вроде видно его. Сейчас вот от него надо отталкиваться. Еще больше надо брать. Облако мешает. Вот это. Вот он, просвет между облаков. Блин, чё? Высота опасная, конечно. Здесь можно зайти. А, не одно, так другое, да? За свет, да? Пипец. Все для тебя, игрок, кайфуй. Только не закайфуйся. Вообще ни хрена не видать.
Вижу цели. Есть захват. Далековато, правда. Так. Атомный мир вырублю. Пуск разрешен. Пошла. Ну да, по назначению летит. Ракета слева ниже. Ай! Военно. Красивое зрелище. Ну, зато посмотрел, как снова эта бомба падает. Прикольно. Так, нет, больше смотреть не буду. Кино мне не понравилось. Спасибо за такой вид. Блин, не то сделал. Это надо было так засмотреться на красоту. Короче, здесь не вариант смотреть. Пипец, да одни ЗРК везде накидали. Сейчас зайду. В смысле обновление? Какое нахрен обновление? Что он делает? Так, пускай пока игра запускается сейчас. Да, геморрой, конечно. Каждая миссия геморрой. О! Офигеть. Хорошо, что живой. Так, подожди. Нет, я больше вида не буду щелкать на высоте 2800. Бля, я что сразу и подумал. Сейчас, блядь, стоит только за бомбой посмотреть, и все, тебе прилетит гадость какая-нибудь. Нахер она нужна? Че у нас, сколько стрим идет? Ого, 6 часов. Так, ну что, пилот живой остался, это радует. Я думал, будет хуже. А компания? Вторая миссия до сих пор висит. Ну, будем ее проходить. Только уже, наверное, не сегодня. Сложно, да, компания? Миссии сложные, капец. Зато интересно играть. Пипец, я просто вот и говорю, там надо с облаками играть. Там, если займешь высоту больше 4, ты одни облака внизу будешь смотреть.
Поэтому надо как-то между облаками искать вот эти пробелы. При этом высоту не терять меньше 3700 минимум. Ну, тогда можно работать. И если меньше высота будет, и, короче, либо облака, либо ЗРК, все. Среднего не дано. Такие вот дела. Сейчас зайдем. Игровые. Здесь вот момент тоже такой. Перегрузка. Вот она постоянно и орет, наверное, из-за этого, да? Реалистичная. Стояла, по-моему, уменьшенная. Я вот реалистичную поставил, поэтому он как пьяный. Ну и все вроде, больше нечего тут сложного такого еще поставить. Ну не знаю, я особо сложности не ощутил. Только при взлете в основном. И вот эти игры с ЗРК и все. А так вполне играбельно. Играть можно. Продолжим кампанию обязательно. На сегодня все пока. Потому что что-то я уже подустал даже. Блин, ну тут реально концентрация нужна. Устаешь. Ладно. Все. Оставайтесь на связи. До новых встреч. Хорошего вам дня. Увидимся в следующих трансляциях. Все. Пока-пока.